Всем привет, вы на канале Польза.нет, и сегодня мы с вами обсудим как раз 4 разновидности бипов, которые есть на данный момент. Можно их называть по-разному, но как вы видите по форме, фактически одинаковые. Андрей, если вы еще раз в следующий раз допустите такую штуку, я вас просто заблокирую. Так вот, сегодня у нас тема основная простая. Стоит ли покупать GTS-ки, которые являются, по моему мнению, бипами вторыми? Стоит ли покупать Health, которые на данный момент в Российской Федерации и в СНГ вообще бесполезны? Либо актуальны бипы, либо актуальны лайты. Вот, спойлеры делать никакие не буду, буквально в течение 10-15 минут я буду рассказывать вам о данных гаджетах, с примерами какими-то, а потом я буду отвечать на ваши все вопросы. И всем, конечно же, привет, спасибо, что на стриме. Это маленький такой стрим-обзор. Первое, самая крутая, конечно же, упаковка у нас у Amazfit GTS. Я ее специально сюда выложил для того, чтобы вы понимали, за что они берут деньги. То есть вот у нас Amazfit GTS, они единственные из всех будут представлены на российском рынке практически сразу после выпуска. Понятно, что сейчас можно купить и бипы, и BIP Lite. На данный момент Amazfit Health в России не купить, и вряд ли они его адаптируют. Вот эти Amazfit Health. Так вот, по упаковкам я с вами прошелся, даже показывать их не буду. Достойного Amazfit GTS, вот это, будем называть его BIP 2, и достойная упаковка у Health, что она реально как Stratos, как Verge, вот такая вот прямо крутая. Дальше, что бы мне хотелось еще сказать по поводу того, каким образом они продаются. На данный момент, вот сейчас у нас 22 сентября 2019 года, нет глобальной версии этих часов, это Amazfit GTS, нет глобальной версии Amazfit Health, не факт, что она еще появится. И Amazfit простой и Amazfit Lite, Amazfit BIP простые, Amazfit BIP Lite, существует глобальная версия, это значит на русском языке, что одни, что вторые часы есть. Плюс есть море кастомных прошивок на Amazfit BIP, и для тех, кто сейчас будет спойлерить, что это абсолютно бесполезный девайс, у меня есть ссылка на прошивку бесплатную фактически от парней, которые реально загоняются тем, чтобы перепрошивать данное устройство. Там есть и калькулятор, и напоминалка с разными цветами, и возможность устанавливать будильник прямо с этих часов. И плюс еще есть великолепный, просто и очень-очень яркий фонарик. То есть основные такие функции, прямо калькулятор есть еще. Основные функции сюда фактически они уже заложили. Не факт, что на GTS-ку и будет возможность накатать эти функции, но на Amazfit BIP накатать можно будет. Нет, это онлайн эфир, Алексей. Еще раз, это стрим, на вопросы ваши я буду через минут 15 отвечать. Никаких розыгрышей сегодня нет, для тех, кто ждет розыгрыши. По поводу целесообразности покупки. Вот смотрите, первое, ремешки. Вы можете купить вот этот, допустим, ремешок. Это единственный кастомный ремешок, который здесь лежит, под любой бип. То есть вот эти ремешки у них одинаковые у всех 4 версий. По весу. Вес примерно одинаковый, при том, что я сейчас прям при вас проверю вес на часах. Ой, на весах я это даже не делал. У меня есть на лайты обзора и не будет, потому что у меня определенное мнение о них сложилось. Сейчас я расскажу, какое. Понятно, что я этот девайс купил, и будет жалко его не проверять, не делать обзор, учитывая, что я потратил на него деньги, но, возможно, я его не сделаю. То есть GTS-ки у нас весят 35 грамм, как вы видите. Health должны весить больше, но не факт, что весят больше. Health 38 грамм, практически это сейчас на данный момент первый у нас по весу. И дальше идут лайты, которые, скорее всего, будут весить вообще ничего, 28 грамм. И обычные BIP, не Lite, весят у нас 30 грамм. То есть меньше всех весят Lite, больше всех весят Health. Можно вот так их расположить по весу. По стоимости, в принципе, на данный момент, конечно же, GTS-ки дороже всех. Они стоят около 10 500 рублей, что около $150 на Алиэкспрессе. Health 100 или 8000, я не знаю, на данный момент, мне кажется, их нигде не купить, но они бесполезны в СНГ. Возможно, у вас не лагает, возможно, у вас с интернетом проблемы. Пишем, если у кого-то проблемы с интернетом или звуком. И бипы стоят, опять же, так как и BIP Lite, в районе 3500 рублей. Реально купить что на Алиэкспрессе на распродажах, что на Пандау. Функциональные кнопки у нас у всех одна. То есть вот справа здесь, справа здесь, справа здесь, справа здесь.
По прошивкам, кастомные прошивки на данный момент есть только на Amazfit Bip. То есть то, что стрим лагает, окей, нет, камера не пришла. Звук лагает, скорее всего, потому что я лицо то вверх, то вниз делаю относительно микрофона. Сейчас я его настрою, свое лицо. Дальше, по поводу, все-таки, давайте вернемся по поводу функциональных кнопок. Функциональные кнопки везде можно настраивать. То есть, кроме Health, как я знаю, везде можно на них что-то вешать. Конкретные действия. У всех экран сенсорный, у всех экран цветной. Соответственно, рамки, как вы видите, огромные у бипов и Bip Lite. Вот поближе вам. У GTS рамок практически относительно бипов нет. Дальше. У Health рамки, конечно же, большие, но, по-моему, чуть-чуть... нет, они такие же даже, как у бипов, просто ощущение другое, потому что у них циферблат другой. Вот видите? Чем отличаются они по функционалу? Самое главное для тех, кто не хочет очень долго загоняться по стриму, а дальше я буду рассказывать, конечно же, про автономность, мои ощущения и конкретно практическую пользу данных устройств. Так вот, у нас вот эти часы считают только путь, расстояние, пульс. То есть все стандартное для бипов, сверху ничего нет, кроме цветного экрана. Соответственно, вот эти часы Amazfit Health считают только ваше здоровье, это перманентный подсчет пульса, плюс при необходимости снятия ЭКГ. По поводу ЭКГ я слегка поменял мнение, но не кардинально, то есть все равно это не медицинские показания. А по поводу того, почему я их носил, носил я их бодрых 2 недели, пока мне не пришли GTS, я их носил не для того, чтобы сделать еще один обзор, а по той причине, что, во-первых, они такие же удобные, как обычные бипы, а бипы безумно удобные. А во-вторых, они великолепно считают вот из этой их четверки сон. То есть, если вы спите ночью, даже понятно, что считает все. Но если вы спите днем, вы можете меня переубеждать 1000 раз, что вот эти все 4 устройства считают отлично, лучше, чем эта штука, не считает ничего. То есть, они у вас могут считать даже 10 минут. Но минус их огромный в плане функционала, что они работают через левую программу. То есть они не работают у нас с Amazfit и не работают с Mi Fit. Они работают через китайскую хламантину. И на данный момент я не знаю, когда ее допилят, учитывая, что Amazfit программу саму допилили через года 2, то вот под эту штуку программу, мне кажется, вообще никогда не допилят, потому что я не уверен, что появится глобал. Вот, сонд считают, нет, иногда у некоторых считают по отзывам бипа. Давайте я поотвечаю на вопросы в конце, потому что это минус моих стримов. Я не до конца выговариваюсь, не до конца преподношу всю информацию, и потом люди абсолютно правильно говорят, не стоит отвлекаться. Так вот, по размеру, если по толщине брать, по весу мы уже увидели, что Health рулят по весу, самые легкие у нас лайты, и немного легче у нас... Потом идут GTS, потом идут бипы. Вот такая вот толщина, то есть форм-фактор у всех одинаковый просто. Взяли одну и ту же коробку, эти чуть-чуть толще, эти чуть-чуть тоньше, чем стандартные бипы. Нет смысла даже толщину мерить. Тут и на глаз видно, что Health самые толстые, а вторые по толщине идут, соответственно, GTS, BIP 2, и потом идут BIP и BIP Lite. Но, еще раз повторяю, что по габаритам носить их одинаково удобно. По поводу ЭКГ подсчета. Вот эти вот штуки, они считают ЭКГ, кладешь их на руку, держишь в течение минуты, и они показывают в течение минуты ваше ЭКГ в программе потом. Плюс еще показывают здесь, на китайском языке преподносят вашу информацию для анализа, но дело в том, что, несмотря на то, что они преподносят для анализа ваши данные, вы можете в любой момент как бы Google Translate взять и посмотреть, что они вам предлагают. В принципе, штука очень интересная, я говорю, она меня очень сильно увлекала, но когда я понял, во-первых, что GTS-ки мне пришли, а потом, когда я понял, что, в принципе, это бесперспективняк в России конкретно, это дело появится очень не скоро, тем более они пока адаптируют свою обычную программу, они GTS-ки-то выгрузили, черт знает, когда появится локализация нормальная, а про это вообще и говорить не стоит. В продаже сложнее всего найти эти часы. Эти часы будут торговаться даже в связном, как я знаю. То есть так же, как GTS, на которых появился Always On Display. Сразу отвечу на вопрос. Always On Display есть на этих 3 девайсах. И на этом стопудово завезут 100%. Потому что даже на GTR, вот на часах GTR Always On Display появился. То есть всегда на экране есть информация по
Health это здоровье, Сергей, потому что это а-ля часы для здоровья. Здесь единственное, здесь нет GPS, в лайтах это Amazfit Lite, и Amazfit Health тоже нет GPS. Дальше идем по функциям. По бипам я уже сказал, что здесь завезли в стоковых, ну не в стоковых прошивках, а в прошивках кастомных. Здесь можно установить и калькулятор, и будильник устанавливать прямо с бипов. Помимо всего, конечно же, они отчитывают трек через GPS. Можно устанавливать напоминалку, календари с легкостью. На стриме розыгрыша не будет, кому не жалко, проставляйте лайк. Раз в 10 минут буду об этом напоминать, потому что данный стрим будет крайне информативен, потом уже буду отвечать на вопросы. По ремешкам вы можете купить много всякого хлама, но вот в чем особенность. Первое, если вы купите хоть раз кастомный оригинальный ремешок, вот этот ремешок стоит около 10 баксов. Могу скинуть ссылку, кому надо, ВКонтакте напишите, либо в Фейсбуке. Все контакты у меня есть в описании к видео, так же, как мои группы. Так вот, как только вы купите первый кастомный ремешок от оригиналов Amazfit'ов, вы не будете знать вообще никакой беды. Это не реклама, реально, если вы носите подобное устройство, купите один оригинал, и вы поймете, о чем я говорю. То есть все, что кастомное, я накупил много всего, скоро сделаю обзор на 10 ремешков различных. Рядом не лежало вот с этими ремешками, не только по внешнему виду, но и по ощущениям. По платформам. Платформы, в принципе, везде одинаковые. По два контакта. Это бипы, это Bip Lite, это Health и Health Watch. Хорошо, часы для здоровья. И это Amazfit GTS, по-другому Run, по-другому Bip 2, как я бы их назвал. Барометр есть не везде, есть в GTS-ках, есть в обычных бипах. Вот здесь барометра, соответственно, нет. Воды больше всего адаптированы к плаванию, хотя абсолютно бесполезно, я считаю, для плавания, так же, как и для бега, потому что GPS в них нет. Это Amazfit Bip Lite. По Amazfit Bip людей, утопивших данный девайс в бассейне, уж тем более в море, просто бешеное количество. Можете посмотреть на 4 PDA. То есть эти часики, несмотря ни на что и вопреки всему, воды боятся. Идем дальше. По поводу дисплеев. Дисплеи везде одинаковые, кроме GTS-ки. То есть у нас идет стандартный размер 1,28 дюйма для всех девайсов. Практически везде Bluetooth, в Health'ах Bluetooth 5, в GTS-ках Bluetooth 5, вот здесь по 4, по-моему. Я могу ошибаться по поводу Lite, потому что по Lite очень много различных данных. Самое главное, что единственное, что здесь есть, здесь нет GPS, здесь нет ничего, здесь нет кастомных каких-то прошивок на него. То есть это тупо часы для того, чтобы мерить ваш пульс и показывать вам сообщения. Тоже автономность 45 дней, размер также 1,28 дюйма и все. Единственная суперзащита от воды, то есть под 3 атмосферы. Дальше, по поводу бипов, я думаю, вы знаете все. Во-первых, у меня там, наверное, штук 7 обзоров на них на канале, плюс сравнение. Кастомных циферблатов просто море, как и на лайты, но плюс их огромный вот, относительно вот этих 3 других устройств. Я опять же за них не топлю. Это первая стоимость, то есть они стоят около 3500 рублей на Пандау, на Алиэкспрессе. Ну, нереальное количество людей покупало их даже дешевле 3000. Конечно, это дикость для меня, потому что я дешевле 3600 их не покупал, но вот так. И автономность у них 45 суток. Трек более-менее они адекватно считают, и, соответственно, вы можете что угодно туда накатить. Андрей, я думаю, больше часа. Накатить в плане прошивки, то есть, понятно, вы можете этот девайс окирпичить, но вот с ним вы конкретно можете раз химичить, и два, он реально долговечен. По поводу него информации в интернете просто море, это самый-самый-самый популярный девайс на данный момент. Несмотря на то, что GTS-ки стали фактически копией яблочных часиков по внешнему виду со своим дисплеем, но вот так. Что я хочу сразу сказать, что если вы смотрите этот стрим и посмотрели целых 10 минут, я вам крайне благодарен. Но самое главное не это, не то, что вы должны подписаться, и я прошу вас поставить лайк. Самое главное, вы должны забыть о вот этих 2 устройствах. Это Health и Bip Lite. Они, учитывая их стоимость, просто своих денег не стоят, и они абсолютно бесконечно бесполезны. То есть, если вам нужны часы умные с функцией отсчета времени и пульса, купите Mi Band 4 за 1600 рублей, а не тратите 3500, что в долларах, ну не знаю, там 60 баксов.
даже меньше, там, $55 стоят вот эти часы стоят около $130. Это, конечно, крутые игрушки, да, особенно с хелфом можно хорошо играться с ЭКГ, но я это дело не советую, если вы хотите реально заморачиваться своим здоровьем. У Амрона есть хорошие браслеты, а если вы хотите смотреть время и иметь хорошую автономность, покупайте Mi Band 4 или Honor Band 5 в виде браслетов и все. И забывайте о этих двух девайсах, потому что 45 дней и защита от воды это круто, ну и все, и больше там ничего нет. Дальше. По поводу вот этих двух девайсов, то, что по моему мнению, является более-менее топовыми устройствами. Очень многие мне правильно описывают ситуацию с тем, что умными часами с 50% покупивших данные девайсы назвать их не могут, потому что мы привыкли к тому, что здесь должна быть симка, браузер, возможность печатать, кому-то нужно еще звонить. Можете поставить мне в комментариях, реально, я хочу очень узнать этих людей, которые готовы в метро, либо на улице, на Невском проспекте в Петербурге, либо в Москве, где-либо разговаривать через часы. Я реально оценю это и буду чуть-чуть по-другому конструировать свои обзоры и преподносить информацию о этих девайсах. Но я считаю это абсолютно бесполезными функциями. Чтобы вы понимали, что к наручным часам, через которые можно звонить и которые можно использовать как умные устройства, я отношусь серьезно. Вам, я думаю, достаточно будет информации, что у меня сейчас на руках есть TicWatch за 13 тысяч рублей. Плюс я купил Lemfa 10 сам за 10 тысяч рублей, жду их доставки. И Lemfa еще со мной связалась, вроде бы 11 мне вышлют, при том из разряда того, что я могу с ними делать, что хочу. То есть сказать, что это просто хлам, и они будут рады, что вы о них узнаете. Это я кратко поделился будущими своими изысканиями. На данный момент меня интересуют вот такие устройства, то есть Stratos и GTS. Для чего они нужны? Здесь есть GPS. Самое главное для меня GPS. То есть если вы занимаетесь спортом, вам нужно отслеживать трек, реальное расстояние, хотя бы плюс-минус 50 метров относительно 5 километров. Вот эти штуки, они отслеживают отлично трек. Это раз. Два. По автономности. Конечно же, автономность обычных бипов у нас целых 45 суток в идеале. Понятно, что они там живут около 30 дней, если их активно юзать. А у этих часов автономность всего, у хелфов, кстати, не менее 7 дней, то есть 45-7, чтобы вы понимали. Если использовать ЭКГ, они намного быстрее умрут. А у GTS по-разному. Кто-то пишет 2 недели, кто-то 20 дней. Даже, по-моему, реклама на самом сайте иногда менялась. Но по факту они что обещают нам? 14 дней при постоянном мониторинге пульса, сна, 150 просмотрах уведомлений, 30 просмотрах текущего времени, 4 разов использования NFC, то есть оплаты, и 5 минут на другие операции. 3 тренировки в неделю по 30 минут с использованием GPS. Это очень круто. Часы и правда очень долго разряжаются. Потом я когда-нибудь сделаю обзор уже более-менее подробный, после того, как я месяц их поюзаю. И к чему я хотел о них сказать? Я отвечу обязательно на ваши дополнительные вопросы. Первое. Gorilla Glass 3-го поколения защиты экрана. Если честно, это все лабутень, потому что до даже продажи этих часов уже начали продавать на них пленки. Но здесь есть NFC, но NFC это, если кто-то поставит плюсик в надежде, что он будет работать, я не верю в это. Да, Артур, во многих магазинах уже есть предзаказы на эти часики. У меня уже первая царапина на них не появилась, кстати. Их я разыгрываю на канале, кому интересно, можете посмотреть обзор на них, там я рассказываю, каким образом их выиграть. Конечно же, я потом куплю себе еще глобалку для того, чтобы их тестировать. Мнение о них у меня поменялось раз 300, но самое главное, что даже в стоке, то есть вы, конечно, видите, но стрим сейчас работает нормально. Вы можете посмотреть стрим-обзор с распаковкой, там он подлагивал очень сильно, то есть я забыл на Wi-Fi переключить интернет. Вот сейчас видно четко, что часы относительно других подобных часов, у которых еще не приходило ни разу на Xiaomi обнова, они просто люто работают хорошо. Нет, на пляж я их не советую, царапаться будут очень быстро. Так вот, если они сделают NFC, а если в связном будут продавать, я очень надеюсь, что NFC будет оплачиваться в России, но я не верю, потому что Xiaomi всегда обещает в подобных устройствах, Amazfit-Huami, что NFC и бесконтактная оплата будет работать. Не верю. Но если вы на территории Китая живете, туда можно заливать ваши карточки для оплаты, здесь можно заливать карточки для проезда и еще много всяких приятных штуковин, потому что NFC это модуль просто волшебный.
Вот, время зарядки у них до полной зарядки всего 2 часа, то есть вам это не Apple Watch, который необходимо раз в полтора дня заряжать. Мне кажется, что минимум вам будет хватать их на 8-9 дней, вот по моим ощущениям сейчас, а скорее всего и на все 2 недели, как и обещают. Конечно же, тут трехосевой геомагнитный датчик и шестиосевой датчик ускорения. Такой же PPG-трекер, притом он также считает воздух, как и остальные подобные устройства. Вот, и что еще? И экран у него, внимание, кукусики, как говорится, 1,65 дюйма. Плюс плотность пикселей 341 ppi. Это больше, чем у Apple Watch 4 серии. 5-ю я собираюсь покупать, поэтому про нее я вообще ничего сейчас говорить не буду. Может быть куплю, может быть не куплю. Вот на данный момент так. Циферблатов на них, на эти часы, уже стоковых не 100 штук, но довольно много. Такие же, как и на GTS-ке. На GTR-ке. Вот этот GTR, этот GTS. По большому счету, это вот разные форм-факторы. Здесь больше автономность, они крупнее по размеру. Они не такие удобные, чтобы в них спать, допустим, но если бы я сейчас выбирал себе часы, учитывая, что Always On Display пришел первым на GTR, да и внешний вид мне их больше нравится, я, наверное, все-таки взял бы GTR. Хотя вот эта модель, но она очень интересная. Как минимум интересная, потому что классно, что они сделали даже вот такую хламовью прошивку без лагов. Есть на них у меня стрим, есть обзор, есть стрим-обзоры. В принципе, на каждом стриме я отвечаю на какие-то дополнительные вопросы. Завезут ли сюда глобалку? Конечно, 26-23 сентября появится глобальная версия на GTS. А по поводу бипов еще раз 1000 раз повторяю, что часы топовые, никогда ничего подобного Amazfit сделать не сможет, он будет, скорее всего, их клонировать, так же, как эти 4 версии. Никогда ничего не назовет Amazfit Bip 2, потому что, чтобы сделать такую космическую автономность 45 суток, либо им нужно что-то изобрести реально новое в плане батарей, либо оставить трансфлективный дисплей. А трансфлективный дисплей, как вы прекрасно помните, великолепно видно, что на нем находится на улице. Ест он мало, но выглядит крайне убого. Вот. 20 минут прошло. Предлагаю всем, кто первый раз видит мои стримы-обзоры, подписаться, потому что здесь больше 300 обзоров не стримов, и они все очень маленькие. Не забываем прожать лайк, кто первый раз и кому более-менее заходит такой формат. И где-то через 5 минут я смогу отвечать на ваши вопросы. По поводу длины ремешка. Длина ремешка, как вы видите, примерно у всех одинаковая. Видел кастомные ремешки длиннее. Но если у вас очень толстая кисть, то, конечно же, вам придется из Amazfit'ов покупать исключительно Stratos, притом с дополнительными ремешками. Я понимаю, что 7, скажем так, из 10 человек покупают это устройство не для того, чтобы бегать. Для тех, кто не покупает это устройство, чтобы бегать, выход один. Покупать GTS-ки, опять же, можно и через тот же связной. Потому что в связном будет глобал-версия, потому что в связном будет русский язык, поддержка и, самое главное, гарантия. Вот. Дальше, что бы я еще хотел рассказать об этих устройствах. В бипах, если вы посмотрите на форумы различные, начиная от 4 PDA и заканчивая маркетом, люди настоятельно не рекомендуют плавать вообще. Я это поддерживаю. То есть их купили многие российские граждане, и у них отклеивается, у всех практически, кто в них много плавает, экран. У кого-то вообще с первого раза отклеился. 2,5 часа они заряжаются. Конечно же, у всех, у кого есть GPS, а это у этих двух устройств, есть еще и дополнительно GLONASS, ловят они довольно быстро. Вот, что еще добавить? Напоминаю, что здесь Bluetooth только 4 версии. Пыль и влагозащита здесь IP68. Здесь у нас только водонепроницаемость на 5 атмосфер указана. То есть пыли они больше боятся, чем бипы, но плавать в них можно бесстрашно в GTS-ках. И в режиме непрерывной тренировки по общим тестам, что русским, что не русских пользователей, вот эти вот малыши могут прожить легко 22 часа. То есть, если вы решите бежать вот в этих часах, 22 часа не отработают. Дальше на самые стандартные вопросы отвечу, пока несмотря на ваши комментарии. Смотрите, не заливать сюда музыку, не подключать сюда нагрудный датчик. Это очень важная информация, внимательно. Не подключать сюда наушники.
нельзя, то есть музыку с них слушать нельзя. Кастомные прошивки на данный момент можно установить только на вот эти часы Amazfit Bip. Еще раз, кастомную прошивку, которую я очень советую, ее указывают не на Amazfit, не на 4 PDA, а есть Amazfit, целый сайт, посвященный данному устройству. Абсолютно никого из него не знаю, но сам реально часто пользовался этой штуковиной. Если вам не страшно похимичить с девайсом, очень советую. Дальше, что бы я еще добавил? То, что ту стоимость, которую вы видите на экранах, когда пытаетесь купить китайскую версию, помните, что, допустим, GTS я китайские купил, я их разыграю, но не факт, что на них можно будет накатить английскую прошивку в ближайший месяц, если вообще можно будет накатить. У Health вообще нет на данный момент китайской прошивки, так же, как, кстати, у GTS. То есть я все покупаю, стараюсь первым, и поэтому прошивки у меня все китайские, глобалки пока нет. Глобалка на GTS была представлена еще на выставке, кстати. Если вы посмотрите другие обзоры, там в Германии уже тестят прошивку, но она, правда, вся была убитая. Дальше что еще бы я хотел добавить? Все эти устройства для профессионального спорта не подходят вообще никак. То есть, когда я говорю, что на них нельзя вешать нагрудные датчики, вы прекрасно понимаете, что ни датчик каденса, ни датчик пульса нагрудный, ничего это повесить здесь нельзя. Соответственно, девайс, в принципе, теряет свою полезность для профессионалов. Плюс все данные, что касаются плавания вот в этих устройствах, так же как, к сожалению, в Стратосах, мне уже лично люди несколько раз писали, по моим ощущениям, Verge, Stratos, GTS, GTR, все до такой степени примерно, что в бассейне, что на открытой воде, что хоть плачь. То есть там есть функции подсчета плавания, но они бесполезны. Далее все эти девайсы, все Amazfit-овские девайсы бесполезны для бега на лыжах, именно бега, не скатывания с горы, да, Тимофей, а именно на лыжах. И все, по большому счету. Дальше. Давайте, наверное, закончим. Не забываем прожать лайк, кому понравилась данная информация, которая была полезна. Как вы понимаете, на руке они все держатся одинаково. По весу они чуть-чуть разные, я уже в начале стрима вам это показывал. Отклик у всех часов, в принципе, примерно одинаковый, когда у них нет ничего подобного, уже более-менее устойчивая прошивка. То есть, если бипы лагали с самого раза, GTS-ки уже работают довольно неплохо с самого начала. Вот. Нет, в Amazfit нет таких же функций, как у Apple Watch. Семен, пейсы, давайте я буду отвечать на ваши вопросы теперь, как всегда. Допустим, минут 30, но не забываем только лайки за ответ на вопрос прожать. Дальше. Пейсы за 6 тысяч дорого. Amazfit Pace — это часы той же фирмы Amazfit, но их особенность в том, что они боятся воды. Я бы не стал их покупать, лучше купите что-нибудь, что не боится воды, тот же Verge. Не Verge, а Stratos, они тем более 1008. Сделаешь видос про перепрошивку бипов? Нет, скорее всего. Расскажи про кастомные альтернативные прошивки бипов. Еще раз повторяю, основные данные по поводу кастомной перепрошивки бипов. Там все очень просто, даже не буду пересказывать. Первое. Конечно же, это все ваш страх и риск, но я не видел умирающих устройств, только у Каличи, которые выдергивали эти часы до перепрошивки. Второе. Здесь появится у вас калькулятор, 2, хороший фонарик, 3, это календарь, притом цветной. И все, в принципе. Ну, там есть еще другие плюшки, но вот это основные по моим меркам. Где сейчас можно заказать GTS? По ссылке в описании у меня к видео есть GTS-ки за 10 500 черненькие. Но смотрите сами, можете подождать и в российских магазинах купить. Обзоры на третий Stratos и Huawei GT2 будут. Николай, автор, как ты думаешь, можно закачивать музыку на Stratos 3? Пока не знаю, увидим. Ронда, да, вот как есть, так есть. Ронда, ты не против, если я сделаю тебя администратором? Напиши мне, чтобы сразу банить тех, кто... Ну, пока удалять сообщения, со второго раза банить, кто матом пишет. Переключение музыки есть в кастомных прошивках на бипов, и вы правильно спросили, и на GTS есть в стоке уже функция переключения музыки для вашего телефона.
То есть вы подключаете к телефону их, и можно увеличивать громкость, уменьшать и переключать треки, что очень удобно. Тимофей, еще раз, вот этих часов хватает на 45 в идеале, эти на 14, этих на 7, эти также на 45. То есть это Lite на 45, Health на около недели, GTS 2 недели, ну, при активном использовании 8-9 дней, и обычный Amazfit Bip тоже на 45 суток, ну, при активном использовании, понятно, значительно меньше. То есть там не месяца 3, а, не знаю, недели 3 точно. Так, китайский чик. У нас стримы не для этого, еще раз это напишите, я вас забаню. Стоит ли брать i200 для первых беспроводных наушников? Нет. Все наушники я не советую. То есть все подделки AirPods, хотя я их и обозреваю по вашим просьбам, у меня, по-моему, хламантином было только одни. Не советую, при том i200, то, что у меня на канале, я сейчас заменил ссылку, одного человека уже кинули, а с i10, правда, никто не писал, что кинули, но мне кажется, что это тоже очень опасно. Дружище, сможешь выложить Total, как залить кастомные прошивки? Может быть, ВКонтакте. Олег Олешкин, еще подобное заявление. Мата на канале нет, подобных шуток тоже. Здесь есть девушки и дети. Повторяю еще раз, мата на канале нет ни в каком виде. Хотите писать что-то матом, пишите мне в личку. В кастомной прошивке есть переключение, стабильно работает прошивка. Вроде бы примет у меня бип. Поздравляю. А есть, Павел, а есть что-то наподобие Apple Watch? Есть, я их жду. И плюс TicWatch наподобие Apple Watch, пока они мне не нравятся. Владимир, как GTR носится? GTR-ки носятся, ну, неплохо, но по сравнению с бипами, конечно же, или GTS-ками намного тяжелее и менее удобно. Почему без мата? Потому что это мои правила, Джек, вот такой у меня канал. Что хочу, то и творю, а вы можете не смотреть. Андрей 4 лучше. Ну, скажи про цену на GTS. Еще раз повторяю, на Алиэкспрессе они 10 500, вот. Так, Ронда, короче, я тебя делаю администратором, точнее модератором. Если вы против, напишите мне. Ты мне нравишься, мой постоянный подписчик. Дальше. Я из первых снял про Amazfit Bip к себе на канал. Егорка, очень большое спасибо, но подобные сообщения я тоже буду банить. Здесь рекламы нет. Ни от меня, ни от вас. Это стрим. До 2000 рублей какие беспроводные наушники для бега купить? Смотрите, на канале есть топ-20, топ-10 до 20 долларов. Любые. GTS глобалка будет однозначно в ближайшее время, я думаю, в ближайшую неделю. Что лучше, Mi Band 4 или Mi Band 3? Mi Band 4 однозначно. Рустам, добрый вечер. GTS в воде можно плавать? Да, в GTS-ках плавать идеально, так же, как в лайтах. Какая ориентировочная цена на GTS на 10-11? Думаю, не дешевле 8500. Не верю, что дешевле. Они могут и поднять цену. Что купить, если нужно, как сделали со стратосами? Сокол. Что купить, если нужно просто часы Amazfit или Mi Band 4? Если просто нужны часы Mi Band 4. Pace не стоит брать, Amazfit Pace, потому что они боятся воды. Потому что я их утопил, то есть это мое мнение. Huawei Watch GT. Нравится классический стиль. Я советую, если честно, стратосы первые, пока у меня третьих нет. Александр, по ценнику GTS как Apple Watch 3, что лучше? Если вам нужны умные часы, то Apple Watch, если нет, то GTS. Можешь показать компас GTS. Да, подождите. Хотя не уверен, что в здании он будет адекватно работать, но дело такое. Сейчас я его поднастрою, видите? В бипах можно мыться или не рекомендуется? В бипах можно мыться, но не рекомендуется. В бипах вообще в воду не рекомендуется попадать. Нет, пока не получается, в общем, нужно на улице это делать. Компас нормальный. Там в компасе еще, да, дополнительные фишки. Посмотрите еще раз мой обзор, там есть компас. Бипы или Huawei GT? Абсолютно разные девайсы. Я бы взял бипы, потому что я фанат. Когда будут обзорные часы от Huawei? Когда я буду 100-тысячным каналом, либо когда я решу это сделать. Не забываем проставить лайки, раз в полчаса я вам напоминаю, потому что это стрим-обзор, такие форматы требуют времени, сил и, самое главное, нервов. Негатива здесь очень много, как вы заметили. Дальше. Когда сравнение GTS и Mi Band 4? Скоро, хотя я не вижу смысла. Дальше, какие часы взять Karen? Какие часы взять Galaxy A50, Amazfit GTS, Verge, Galaxy Watch Active или Galaxy Watch Active 2? Karen, только вы можете решить, посмотрите обзоры, мои и чужие, потому что это абсолютно разные девайсы. Дальше. Кирюха, как тебе Amazfit Pace?
Еще раз повторяю, Кирюха, Amazfit Pace можно утопить. Они боятся воды, для меня это просто трэш, потому что я их утопил, свои. Beeplite за 50 баксов можно взять? Можно, но Beeplite самый бесполезный из всех девайсов. Вот Beeplite и Health я вот так сделаю, потому что вот эти два девайса бесполезные, по моему мнению. Здесь нет GPS, вы их даже не перепродадите. Это просто часики за бешеные деньги. Дальше, в Mi Band 4 можно плавать 1 час в день? Да, конечно, в Mi Band 4 можно плавать и 10 часов в день. Есть ли какие-то прошивки на Mi Band 4? Не смотрел, по-моему, нет. У меня не оригинал Mi Band 4. Можно их мочить и не бояться или не стоит? Я думаю, не оригинал, лучше продать и купить оригинал. GTR боятся воды? Вроде бы нет. Даже однозначно нет. Там есть функция плавания и в открытой воде, и в бассейне. Active 2 против GTS. Это вам решать. У меня пока нет Active 2. На данный момент TicWatch Pro лучше. Максим, TicWatch мне очень сейчас пока не понравился. Сделаю обзор и расскажу. Ремешки от бипов подходят для GTS? Нет, конечно. Сейчас покажу. Verge стоит брать в 2019 году? Думаю, нет, Павел. Лучше брать тогда Никса. Саша, подскажи, пожалуйста, кастомные watch-скрины для Amazfit BIP послуживого не успеваю. Диана, напишите мне в личку. А вообще кастомные, я говорю, на Amazfit, My Watch Amazfit сайт есть такой, очень хороший, по моему мнению. Вот чуть-чуть больше, видите, GTR-ки, чем GTS-ки и чем BIP. То есть GTS-ки одинаковые с BIP по ширине, здесь больше. До старта продажи GTS, iStat однозначно реклама GTS. Да нет, я просто фанат. Это так же, как мне писали, что реклама BIP. iStat вы можете не покупать, это же не умные часы. Я повторяю, что за 10 тысяч рублей можно купить реальные умные часы, даже с симкой, тем же Lemfo, которые мне очень сильно по качеству не нравятся. Плюс Apple Watch 3 серии, пожалуйста. У меня человек спрашивал, посоветовал. А TicWatch Pro не тестировал, у меня TicWatch есть, те, которые у меня есть, я о них расскажу. Я в принципе, считаю, что прошивка одинаковая, и больше я тестировать TicWatch не буду. Стрим давно начался? Нет, недавно, 35 минут мы на связи. На каком сайте можно посмотреть все часы от Amazfit? На Алиэкспрессе Arma. Друг, сделай, пожалуйста, обзор на i9000 TVS. Николай, напиши в ВК. Хотя, если честно, я еще раз повторяю, я против подделок. А Samsung что брать? Ничего мне Samsung не нравится. Вот, поэтому как я могу советовать? Все, что я брал в ручке Samsung, это большое, тяжелое и иногда очень глючное. Не видишь мои сообщения? Дмитрий, вижу, их просто сейчас очень много. Как тебе в общем Amazfit GTS? Хорошо, хотя китайские. GTS точность датчиков тестировали, GPS вообще отличный. И до 160 пульс классно считает. Притом не как Stratos с замедлением, а сразу. Так, почему вы называете GTS BIP 2? Потому что они безумно похожи, и потому что они как раз и являются, в моем понимании, продолжением линейки. То есть, что здесь есть GPS, что здесь есть GPS. А относительно этих часов здесь появился цветной дисплей. А относительно этих часов здесь появилась функция NFC, которая пусть у нас не работает, но вот так. Завезли изначально сенсорный экран, плюс завезли функцию переключения музыки. То есть, ну как не назвать вот это дело следующим поколением вот этого дела? Для меня так. Дальше, как думают, будете ли GTS кастомные циферблаты, например, такие как на Apple Watch? Однозначно будут. GTS или GTR лучше? Они одинаковые, посмотрите мой обзор. У меня есть обзор сравнения на YouTube. Что насчет лагов в GTS-ках? Пока они незначительны, учитывая, что это их первая прошивка. Какая цена на Verge Lite? Понятия не имею сейчас уже, я бы не стал брать. Что слышно про Watch Kala? Ничего, я не знаю, что это за фирма. Что взять за 6000, если не Amazfit, но с дисплеем, трансфлективным дисплеем? Ничего, не знаю, из трансфлективных дисплеев все какие-то ноунеймы, можете рискнуть. Расскажите мне, я, может быть, куплю и расскажу, если будет хорошая вещь. У твоего стола пульс низкий, да, вот эти все штуковины, включая GTR, считают пульс, не считали пульс из умных устройств, что у меня были в руках, исключительно Honor Band 5, только, то есть все остальное считает пульс у всего. Но здесь можно делать скидку на то, что вибрация от меня, еще знаю, ну, народ как-то оправдывал это, я это оправдывать не буду. Я тоже считаю, что это конкретный такой косяк. Потому что, опять же, в Huawei Honor Band 5 в браслете это реализовано, то есть этой проблемы нет. Старт продаж в России или 23 или 26 глобалка, я думаю, в ближайшее время вы на сайте Связного можете посмотреть, либо еще, ну, писали, что у Связного. Мне не важно, где вы будете покупать. Конечно, лучше всегда часы покупать с гарантией, особенно такие умные устройства а-ля. Кирилл, будете спамить, я вас просто забаню.
Один раз пишем. Да, можно перепрошить MOSFET GTS, но не сейчас. Кастомных прошивок нет, способов перепрошивки нет, и черт знает, когда появятся. Появятся, конечно, но когда неизвестно. А глобалка или 23 или 26, повторяю. Always on display завезут однозначно, Филипп, если на GTR-ках завезли. Но опять же, вот когда вы говорите always on display, ну что он дает? Он дает время, романтика. И то есть always on display дает мне просто тупо время. Даже не шаги, как на бипах, не температуру, никакой другой информации, а просто время. Ну, будет, я уверен, что будет. Что лучше, MOSFET BIP или Mi Band 4? У меня есть сравнение, Данил, посмотрите. Видел видос про курение, можно стрим на эту тему. Юмиксон, он не зашел, поэтому, наверное, нет. Я против курения. Но опять же, вы можете курить, можете не курить, я считаю, что это потеря денег. Что лучше, JBL Charge 2 или JBL Pulse 3? JBL-ки все хороши, Андрей, я не скажу, что лучше. Тем более я их не тестировал. Для только что подключился, подскажи, где какие часы. Еще раз, BIP Lite, Health, BIP и это у нас GTS. То есть, повторяю, у меня уже есть стрим с распаковкой GTS-ок. Он очень сильно лагал, но есть и обзоры сравнения с GTR-ками. Посмотрите, там все ясно вам будет, основные вопросы. Что лучше, BIP, Health, дальше. Red Eddy, mini-off topic. Как соединить с Wayfan Xpods 3? В отзывах некоторые пишут, что Bluetooth не ловит уже в кармане. Red Eddy очень многое зависит от вашего устройства, с которого вы воспроизводите звук. Ронда можно найти на канале Топа. Спасибо. MOSFET Sport Watch 3. Будет ли обзор? Однозначно, Александр. Как только я смогу их купить, сразу же. Будет ли обзор Blitzwolf BWHL1? Artiom, скорее всего, да. Дальше. ZTSV, можешь продать мне i200? Нет, а что мне тогда будет валяться в коробке, чтобы я показывал на стримах, что не стоит покупать? Когда обзор Polar Vantage M или B? Тимофей, скорее всего, никогда. Я не буду раскручивать фирмы, которые берут в основном деньги за бренд. Где можно купить нагрудные датчики? Какие посоветуешь? Можно ли их подключить к телефону? ABDIN. Я 2 раза пытался на Алиэкспрессе купить себе нагрудный датчик в районе 1500 рублей. Мне, в отличие от моих подписчиков, не везло. Мне их просто не высылали. Так вот, сейчас у меня Polar H10. Я купил его с рук в Петербурге у Перекупа за 4800. Вот Polar H10 и H7 советую, либо вот там 1500, очень много советов на сайте FOPA.DA, особенно в теме стратосов, что купить под них. Почему мои BIP погоду не показывают на неделю? Игорь, не знаю. Может быть 1000 вариантов, включая прошивку телефона, разрешение, либо глюк самого Мифита. Глобальная версия будет в сентябре или октябре? Нет, сейчас 23 или 26 сентября, но сразу по поводу бипов и всех глюков с ними. Есть такая программка Notify Fitness, у нее есть бесплатная версия, есть платная, и, по-моему, даже есть ломаная на просторах интернета. И вот с ней проблем намного меньше, то есть она взломана. Во взломанной версии, во всяком случае, с погодой никогда проблем не бывает. Это вам такой лайфхак, так же, как и в платной и в бесплатной. Посмотрите. Verge первый ты уже сбросил со счетов, раньше ты их хвалил. Да, потому что Nexo Yuka появился. На GTS есть русский? Нет, пока нету, будет глобалка, будет русский через недельку. Есть ли информация, когда начнут продавать Stratos 3, 26 или 23? Чем хороши Stratos по сравнению с GTS-ами? На них можно вешать нагрудный датчик, и в них можно закачивать музыку и слушать с них прямо музыку. На каком максимальном расстоянии от телефона работает Bluetooth на GTS? Дмитрий, в зависимости от того, какой у вас телефон. Если у вас телефон с хорошим Bluetooth модулем, я не знаю, метров 40, наверное. Но я не тестировал, для меня это не актуальная информация, потому что я покупаю часы с GPS для того, чтобы не использовать их с телефоном. То есть, если бегать, то без телефона как раз. Допустим, с Redmi Note 5 проблем не должно быть. У многих телефонов именно Xiaomi не ловят. Может быть, у них брак, конечно, но кто знает. Может быть. Привет, когда примерно поступит в продажу GTS? Алики на английском на китайском языке по ссылке в описании к моему видео с обзором уже есть GTS-ки. Если вам горит, но не факт, что вы сможете их перепрошить на глобалку, то есть я это дело не особо советую. Подождите, завезут в Россию. Я думаю, очень скоро. Ну как колесико на GTS? А это не колесико, это кнопочка. То есть то, что здесь колесико крутится, это крутится и крутится. А так ты как кнопку нажимаешь. Я не знаю, может быть, у них какая-то функция появится потом, чтобы использовать их как колесико, но очень сильно сомневаюсь. Стоит ли переходить с BIP 1 на GTS? Ислам, только если вам надоел BIP 1.
Дальше. Спасибо за сравнение. Есть ли разница при покупке бипов китайской версии и глобальной? Есть, но вам придется бипы обычные перепрошивать. И я не знаю, приходит ли на них глобалка, если вы подключаетесь в России. По-моему, нет. Это на бендах приходит сразу глобалка и русский язык становится. На бипах я уже не помню, если честно. Можно потом будет перепрошить. Есть ли смысл брать бип? Если вам нужен GPS по минимальной цене, да. GTS трансфлективный дисплей? Нет. Еще раз повторяю, что на GTS стоит очень классный дисплей. Экран 1,65, то есть 1,65 дюйма AMOLED, это раз. Два. Количество точек 348 на 442 с плотностью пикселей, внимание, 341 ppi. Стекло Gorilla Glass 3, и это не значит, что оно будет царапаться, оно будет царапаться, дай боже. И вот так, в общем, то есть такой вот амоледовский экранчик, и он более чем хорош. Дальше, что у нас еще за вопросы? Сейчас 5 секунд налью себе воды, и не забываем прожать лайки, вас много, я один, отвечаю на вопросы. Будет ли работать с Bluetooth 4.1? Не факт, не тестировал, у меня таких девайсов даже нет, возможно, нет. Но если у вас есть 10 тысяч, купите лучше себе телефон с Bluetooth 5.1, чем покупать часы. Вот серьезно. Вопрос не в тему, но как думаешь, стоит ли менять Redmi Note 6 Pro на Redmi Note 8 Pro? Нет, у меня скоро Gaming Net будет как раз на эту тему обзор с тестированием. И, в общем, этот телефон меня конкретно разочаровал в последнее время, потому что я, в принципе, на них не часто сижу на играх. Но то, что с этим происходит в играх и при съемке 4К, вы можете увидеть либо в моем инстаграме, потому что там есть видос маленький по поводу того, как он перегрелся, либо в скором времени на канале, я думаю, к среде, к четвергу я выгружу обзор. Максим, меня в соцсетях нету, я не выиграю на твоем канале в розыгрышах. Нет, почему можете, но вы должны хотя бы мыло свое указать в канале, как я с вами могу под комментарием написать, но в репостах нет, вы не выиграете. Только в Mi Band 4. Дальше, в Казахстане, когда будет завоз? Destin, я не знаю, зачем вам, вы просто выйдет глобалка, купите в Китае глобальную версию и все. Mi Band 4, Китай или Global, переплачивать ли с Алика? Нет, Сокол, смысла нет, на китайскую версию на Mi Band 4 встает русский язык, ТЧК. Есть ли смысл брать Verge, там завезли Алекса и датчики можно подключить. Есть смысл, Юрий, брать Nexa близко очень к Verge, это следующее их поколение, у меня есть обзор опять же на канале, посмотрите, нормальная штука. Кирилл, как думаешь, что мне купить, iPhone 7 Plus или Samsung A50? Кирилл, сейчас у меня полетят камни, но iPhone однозначно, потому что если у вас есть деньги на этот девайс, вообще лучше iPhone X уж сразу покупать. Когда глобал, 23-го или 26-го? Они иногда так перекочевывают с датами. Ну ладно, норм канал и так смотрю, спасибо. Стоит вообще покупать смарт-часы? Нет, Алексей, если у вас нет в них необходимости. Дмитрий, какие самые лучшие часы, которые существуют? Смарт-часы Apple Watch 5, хотя я их даже не тестировал, но я их обязательно куплю. Xiaomi AirDots стоит брать или сэкономить и взять Redmi? Сэкономить и взять Redmi однозначно. Если у вас это первые наушники, а вообще лучше не сэкономить, а сразу взять Tissot i4, Anamei или QCY T1. Посмотрите топ-10 на канале до $20. Я не топлю за Redmi, потому что у них очень много брака. Но опять же, хотите верьте, хотите нет. У меня свои подписчики, у кого-то другие. Вот мои подписчики пишут, что все очень плохо. Как же iPhone 11? По iPhone 11, если брать, то Pro Umixon. Тут же вопрос в цене, я правильно понимаю? BIP 1 или GTS? Если вам нужен, при любом раскладе, если вы покупаете BIP или GTS, вам нужен GPS. А если вам нужен GPS, берите GTS-ки, они красивые. Вы их, если что, сможете перепродать. Либо, если у вас мало денег, купите бипы, потому что их можно купить за 3,5. Не запомнил, какие наушники брать? На канале есть топ-10, посмотрите. До $20. Извиняюсь, обзор 1 плюс 7 Pro имеется на канале? Нет, OnePlus 7 Pro не имеется. Станислав, я очень хочу купить, но пока мои ролики про телефоны не особо сильно заходят, поэтому полтинник тратить на телефон, который вряд ли будет иметь популярность по просмотрам, ну, я подумаю. Но я его хотел купить буквально вчера, если честно. Но не буду, скорее всего. Лучше два телефона купить Xiaomi-шных и сделать два сравнения плюс еще. Списывать можно со стратусов? Нет. Ну, можно, но это Марокко. Я даже, если честно, не представляю как.
Наверное, можно. Лучше, легче с Verge или Nexa списывать в десятки раз. Blue Dio или Wave Fun? Wave Fun. Но это исключительно из-за моего плохого опыта с Blue Dio. Лично я перепрошью iOS, потому что iPhone брать не буду. Не переношу iOS. Я тоже Юмиксон не переношу iOS, и поэтому вряд ли я когда-то с Android слезу. Слышно музыку, может из-за этого бан прилететь, просто хотел предупредить от бана. Алекс, спасибо, вы душевные подписчики, чуть-чуть тише сделаю. Может прилетит бан, значит будет судьба у меня такая. Канал неплохой, но чаще эфиров. Ну, у меня и так джем 2 эфира на неделе, а в основном у меня канал вообще с обзорами. И то, что я вывожу сейчас, пытаюсь каким-то образом подобные стримы, ну, без лица это довольно сложно, честно. Я не поднываю, но факт. Обзор на Лазер 303 будет? Возможно. Стоит ли брать FlyPods? Да. На Stratos ставится, смотря какие. Если FlyPods 2, да. Андрей, на Stratos ставится приложение для просмотра документов. Списывал так. Отлично, но я говорю, мне кажется, что на Stratos сложнее, чем на Verge. У меня, как и у тебя, P20 Pro, жалеешь ли о том, что в P30 простом есть ширик? Неа. Меня и так все устраивает, хотя, может быть, я куплю себе еще и по 30 потом. GTS или Apple Watch? Лера, если вы девушка, однозначно Apple Watch, если это ваш ник. А умные часы, что выбрать? 4-й Watch или Band 4 Band? Не знаю. 4 Band это браслет, который стоит 1500, а Apple Watch 4 стоит сколько? Не знаю, 30-ник. Поэтому вам решать, ваши деньги. А стоит ли брать Redmi AirDots за 2000 рублей? Нет. Привет, ты молодец, продолжай в том же духе. Спасибо большое. Я на Pace поставил галерею и списывал тоже. Отлично. USB-зажигалку плазменную посоветуешь? Нет, я не курю, простите. Какие планы на Stratos 3? Дмитрий, однозначно я буду делать несколько обзоров и буду их мучить по полной программе. Металл. Когда планируется выпустить глобальную версию GTS? В течение недели ближайшей. Что стоит ожидать от Stratos 3? Станет ли он лучшим? Нет, он просто станет следующим Stratos'ом и все. Егорка счастлива. Максим, GTS или Verge 2? Разное абсолютно устройство. То есть, если GTS, точнее Verge 2-Nexa, это умные часы, это из разряда Apple Watch с eSIM, то вот это дело GTR и GTS это для бега или просто для уведомлений, никаких особых штук нет. iPhone 11 Pro Max, Samsung Note 10 Plus, iPhone Pro Max однозначно. Как работает датчик сердцебиения на GTS-ках? Норм, вообще норм. Не инфы, я не знаю, как на Apple Watch 3 работает, я знаю, что на GTS-ках мне очень понравился, лучше, чем в Stratos'ах. Какие бюджетные, но хорошие беспроводные наушники? Кирилл, заходите на канал топ-10 до $20. Выбирайте любые, кроме копии AirPods. Александр, и, кстати, к покупке лучше iPhone 11, чем Pro. Почему? Почему iPhone лучше 11, чем Pro? Блогеры вроде как говорят, что бипы царапаются на раз-два. Конечно. Вано, опять же, есть разные пользователи. Кто-то вообще наклеивает бампера. GTR или GTR? GTR. Какие часы в твоем личном топ-3? Apple Watch 5, Stratos 3, которые не вышли, на третьем месте Stratos, точнее не третий, а Stratos 2. И, ну если не ставить на третье место первые Stratos, то, наверное, GTR-ки. Ну или GTS-ки, они одинаковые, вот одинаковые прям вообще. Впервые зашел на канал, посмотрел 10 минут, очень понравилась подача информации, кайф, подписался, спасибо, будем смотреть. Макс, я очень рад, буду стараться вас не разочаровать. Джон, заменяемые ли аксессуары между Amazfit Bip и GTS? Ремешки, пленки, кейсы. По пленкам не скажу, потому что все-таки мне кажется, что пленки здесь должны быть разные. Хотя бы с той точки зрения, что здесь Gorilla Glass 3 стоит. Хотя, да, и размер экрана больше. По ремешкам они одинаковые. Я уже об этом говорил, ну, можете спрашивать, опять же, не все с самого начала стрима. Братан, ты вообще спишь, как не зайду, или новый видос, или стрим? Сани, я 2 суток дома не был, поэтому можно сказать, что я не сплю, потому что либо я на работе не сплю, либо дома. Дальше, что из часов с MP3 плеером купить в 2019 году? Либо Verge Amazfit, либо Nexa Amazfit, либо Stratos. Вот. Либо Stratos 2, которые недавно выйдут. Huawei P30 Pro лучше, чем iPhone 11. Huawei P30 Pro, я уверен, что снимает фото лучше, чем iPhone 11. Garmin Fenix 5 или Amazfit GTR? Вы сравниваете арма несравнимые, однозначно вообще никак. Гармины это гармины, хотя стоят они очень дорого. Саня, обзор на гарнитуры обещанный когда? Дмитрий, когда меня перестанут заваливать девайсами, которые я только успеваю заказывать, они уже приходят. Они либо топовые, либо я морально должен. Вот как
с игрушками. С игрушками мне присылали их, и как бы я должен был сделать мужику обзор, потому что он мне помогает покупать в Китае гаджеты, пусть дороже, но зато первым. Для меня это очень важно, и он практически ничего не накидывает. Где донаты скидывать? Вот здесь либо платное сообщение, либо можете подписаться, платную подписку на канал, 250 рублей в месяц. В любой момент можете отписаться, там я буду разыгрывать девайсы, которые я не планирую продавать. И вряд ли мне будет это выгодно, но во всяком случае это будет, скорее всего, такая мини-тусовка с лицом. Apple Watch 5 или Galaxy Active 2? Не тестировал, но однозначно Apple Watch 5. Можно нырять, и как Bluetooth, и когда обзор. Beep Lite. Можно нырять, Bluetooth у них, не скажу вам даже, я не помню, по-моему, 5. Вот, но он абсолютно бесполезен, он стоит космос у Beep Lite и нет GPS. Зачем? Вообще не думайте, вот об этих 2 часах Health и лайтах это просто бред их покупать. Стоит ли переходить с Mi Band 4 на GTS? GTS, думаю, солиднее будут. Ваше мнение? Конечно же, будут солиднее. Это просто вот отдельно. Можно сказать, что это альтернатива Apple Watch. Можно даже не косить под Apple Watch. Это отдельный девайс. Понятно, что по форме они очень похожи, но мне зашли. Прям зашли. По-хорошему. Stratos 2 уже вышли же с проточным стеклом. Нет, вы считаете, что Stratos 2 это Stratos S. Проще говоря, есть Stratos одни всего. Есть Pace, есть Stratos, есть Stratos S+, 2-S+. Это сапфировое стекло, есть Verge, есть Nexa после Verge вышло. И вот есть Beep Lite, который вышел после Beep без GPS, есть Amazfit Health Watch. Health Watch это типа для здоровья ЭКГ считают. И GTS-ки, и GTR-ки. Все. Stratos 3 сейчас выйдет в ближайшую неделю, и я его обязательно возьму на обзор. Покажи Always On Display на своих часах. Не видел, как выглядит вживую. У меня есть на обзорах. Посмотрите. Говорю, все обзоры до 5 минут. Я не особо себя пиарю, потому что вы включите их, посмотрите. Можете подписаться, можете нет, но вот все такое прям скомканное. Если стримы у меня довольно затянутые, я считаю, но для того, чтобы ответить на максимальное количество ваших вопросов в первую очередь, то обзоры я делаю вот так, как скороговорку. Их лучше на замедленном действии, мне кажется, даже смотреть. А GTR, GTS это больше трекер, чем умные часы. Конечно, да, но я все равно их называю умными часами Lex, потому что я старой закалки, и все эти новые термины, которые пытаются пришить к старым девайсам. То есть это девайс, это все умные часы. Они показывают не только время, они могут показывать уведомления, у них есть средства для передачи информации, конкретно модуль Bluetooth. Здесь есть еще и NFC, здесь есть еще и ЭКГ, и как можно называть это просто трекер? Нет, это не трекер. Mi Band 4 это трекер. Отправить пару девайсов. Дмитрий, смотря каких. У тебя обзор есть на Nexa? Конечно, ARM. У меня есть еще и сравнение Nex'ов. Mi 9T Pro хорош за свои деньги. Андрей, я думал его купить, пока не знаю, пока не потестю. Как думаешь, купить Amazfit Base или BU за 6,5? Докинуть чуть-чуть и купить Stratos? Не вижу донат. Вы в сообщении вот здесь видите, вот вариант такой есть с долларом. Вот это и есть. Поддержать канал автора Польза.нет. Либо здесь есть спонсировать под самим видео. Это подписка на канал. Вот там у меня будут стримы, скорее всего, с лицом. Но если даже стримов не будет, то 100% будут розыгрыши. Но это не для тех, кто хочет халяву, потому что, товарищи, я прекрасно знаю своих древних подписчиков. На канале уже практически 80 тысяч подписчиков. Из них знаю я штуку, которая активная. И, скорее всего, ему будет просто так приходить девайсы. Может, даже без розыгрышей. Дальше. Apple Watch работают ли с Android? Работают однозначно. Но говорят, что урезано. Я, когда тестировал с андроидом их, они были не урезаны. Я куплю Apple Watch 5 и обязательно вам расскажу, хотя не уверен, что будет это топовое в плане потребления публики, но я уверен, что будет вам интересно. Телезум в Pro, который никому не нужен, экран якобы лучше в Pro, но за это переплачивают $300. Александр, это мое мнение, вы можете его не разделять. Благодарю за стримы, на них можно узнать все, что нужно о девайсе. Спасибо. Вам спасибо, Петр, что смотрите. Если бы вас не было бы стримов. Дальше. Вкладыши или затычки? Однозначно накладные уши Arma. А так, по мне, лучше всегда вкладыши, хотя в затычках намного лучше бас. А вкладыши это лучше верха и средние. Опять же, это мое субъективное мнение, которое кем-то разделяется, кем-то нет.
А Samsung вне обсуждений, а именно Galaxy Watch 42. Есть мнение. Есть мнение, все, что я тестировал у Samsung, глючило безбожно. Как только у меня появится 100 тысяч подписчиков, Samsung я буду тестить. И мне кажется, у меня будут с ним проблемы, как были проблемы с другими крупными фирмами. Какая адекватная цена GTS, по твоему мнению? Я не набиваю, кстати, Филатова себе цену. Тут зависит не от объема канала, а от объема просмотров. Если просмотров будет много, на тебя обратят внимание. Если ты какой-то негатив разводишь по поводу серьезных брендов, они будут тебя прессовать. И даже через другие каналы тоже. Я проходил это через маленькие бренды, через большие тем более не хочу. ЭКГ на какой модели и как работает? ЭКГ на Amazfit Health, я считаю, вот они здесь на столе. Я считаю, что работает оно неплохо, но медицинским прибором не является. Поэтому описывать его я вам не собираюсь, но я игрался с ним не один день, мне понравилось. Есть обзор на канале, посмотрите, пожалуйста, Джерси, если вам интересно мое мнение. Но там чуть-чуть он радикальный. По факту часики, конечно, намного лучше, но опять же, они не для России. Если вы знаете китайский, милости просим. А глобал я черт знает, когда выйдет на них. Обзор на Lima Q5, которые работают 48 часов. Никс, я понятия не имею, что это за фирма, тем более, что это за девайс. Сокол, да, стримы хорошие, продолжай в том же духе. Хех. Сокол, будете смотреть, буду продолжать. И это не шантаж, это факт. Пока смотрит, рассказывают. GTS, цена, качество соответствует или переплачиваем? Андрей. Я боюсь, что соответствует, и боюсь, что они могут даже выше цену поставить. Но в перспективе посмотрим. Что купить лучше для активных занятий в бассейне? Денис, лучше купить нагрудный датчик поларовский, который либо АНТ+, любой хороший, который будет подсчитывать ваш пульс, а дальше уже вы будете видеть статистику. А грибки можно хоть браслетом считать. Притом это все равно все будет относительно. И тут я вспомнил Вилсу, который жить спокойно Стасу не лает. Нет, Юмиксон. Вилса очень хорошо Стаса разгоняет, притом Стас разгоняет Вилсу, это взаимовыгодное сотрудничество еще какое. То есть, как только тебя начнет гнобить большой канал, ты будешь как на дрожжах расти. Можете скачать программки для YouTube, посмотреть, у кого какие кривые, и вы увидите, что каждый раз, когда кто-то кого-то хейтит, кривая подписок не идет вниз, она идет просто вверх. А Андрей узнает 8 миллионов подписчиков Вилсы. Это просто такая реклама. Возможно, он ему даже платит. Дальше. Что с watchface'ами для GTS? Есть ли тенденция по выпуску новых для GTS конкретно? Metal, они постоянно появляются новые. Я официально заявляю, что с момента появления их у меня на руках, вот этих часиков, появилось, наверное, минимум штук 7 новых watchface'ов. И GTS-ки, и GTR-ки. А какая адекватная цена на GTS, по твоему мнению? Десятка, как сейчас они и стоят. Если мне надо от устройства мерить пульс, какие часы или что-то подобие Mi Band хорошо подходит? Иван, да, но опять же это не медицинские устройства. Лучше купить нагрудный датчик, если для бега. Юмидиджи, Юподс, хорошие уши или нет? У меня были Юмидиджи только шнурки, не скажу ничего, потому что кроме них я ничего не тестил, но фирма довольно такая экономная, 4-го эшелона, не особо верю. Саша, насчет доната, у меня пишется супер стикерс, эта функция недоступна в вашей стране. Диана, да мне не нужен ваш донат, серьезно. Он характеризует исключительно потребность в стримах, если честно. Вот пока вас 200 с лишним человек, убейте меня, я не вру, не нужен донат вообще. Хотите, кидайте 40 рублей, там, 10 рублей там, или 20, но это исключительно ваш выбор. Мне приятно, что вы тусите здесь. Вот так вот, пусть, может, это лицемерно выглядит. Да, Дмитрий, окей, будем считать, что у тебя появилось спонсорство. Сколько стоит GTS, Сергей? 10,5 сейчас по ссылке в описании, не знаю, как в связном, посмотрите. Юмиксон, какая-то теория заговора? Нет, Юмиксон это интернет просто. Спасибо за правду о розыгрышах. Что не так, Евгений Горосюта? Я как бы и так... Не, у меня честные розыгрыши. Можете ВКонтакте посмотреть на... Ну, насколько я могу сделать их честными. Вы можете ВКонтакте посмотреть на обсуждение получивших чего-то. Какой лучше Xiaomi или другой телефон взять для игр и сериалов? Лучше всего взять для игр точно не Xiaomi. Либо Xiaomi Pocophone. Либо что-то серьезное, потому что если вы купите что-то из разряда Mi 9, либо вот 8 Pro, они будут греться безумно, и если вы молодой человек, либо подросток, они вам не нужны. Привет, спасибо за стрим. Владимир, вам спасибо за то, что тусите. Пацаны, вышли Xiaomi Mi G Sport Shoes, Коля, они у меня уже в Москве прошли таможню, и я безумно жду, чтобы показать вам их и, возможно, разрезать. Кирюха, вот 9990 это мечта просто.
если у них они столько стоят. Стоит ли брать Stratos 2 или подождать третьего? Дмитрий, я не знаю Stratos 1, но подождите третьего, потому что скоро они у меня появятся на руках в течение 2-3 недель. Я уверен, что там завезут новую прошивку. И возможно, первые Stratos упадут в цене. И если разница между вторыми и третьими никакой не будет, то купите себе дешевле просто первые и все, вторые тире. Польза, сравни, пожалуйста, длину оригинального ремешка и морковного, спасибо. Они одинаковые. Так, второй раз игноришь. Интересуюсь исключительно из интереса. Александр, так напишите. У меня очень много сообщений. 250 человек, практически всех стараюсь читать. Xiaomi начинают лагать через 3-4 недели, поэтому никогда не буду брать Xiaomi. Они начинают лагать иногда с первого дня, как у меня. Длина ремешка вот оригинал. Так, вот оригинал. А нет, ну практически одинаково. То есть буквально на миллиметр длине здесь. И здесь одинаково. В общем, проще говоря, на миллиметр больше штатного, на 1,5. Так, как думаешь, выйдет ли глобальная версия для Amazfit Nexus? Уверен, что выйдет, неизвестно когда. Что лучше, Honor FlyPods Lite или Xiaomi AirDots Pro? Кантик для меня ни то, ни другое. Я бы взял однозначно Honor FlyPods Lite, но альтернатив очень много. Посмотрите, на канале есть топ-10 наушников до $50. Все, что я считаю приличным, там. Прикинь, с приложения YouTube++ надо не задонатить только со стандартного. А я не знаю, что такое приложение YouTube++, Дмитрий, поэтому Поэтому я не понял, о чем вы. В общем, проще говоря, можно задонатить только с стандартного приложения, если ты сидишь просто в браузере. Я потому что донатил несколько раз некоторым блогерам давным-давно, хотя я смотрел, наверное, раза 4 всего кого-то, и я смотрел все время со стандартного браузера. Когда розыгрыш GTS? Иван, вы прочитайте описание и узнаете, как только будет 5000 лайков. А кто скажет, что у меня нет роликов на 5000 лайков, посмотрите, есть ролики и на 15 тысяч лайков и больше. За какие конкретно функции ты бы взял iPhone 10 Pro, а не iPhone 11? Ни за какие. Я вообще не думаю, когда я покупаю что-то топовое. Если брать топовое, то топовое, Александр. Это мое субъективное мнение. Вы можете его не поддерживать. Мне даже не нужно для этого смотреть никакие обзоры. Мне не нужно смотреть функции. Почему? Потому что если у вас есть 130 тысяч рублей, точнее 110, у вас есть 130, вот и все. У меня уже 10 месяцев не лагает, сброс настроек не делал. Орион вам везет. Это такая техника, которую либо повезет, либо нет. Ну, опять же, зачем нужен Mi Fit и Amazfit приложение, если и то, и другое, по сути, одно и то же? Потому что где-то они договорились с Xiaomi, мне кажется, а где-то нет. Может быть так. А по каким условиям можно определенное количество лайков собрать под видеообзором? Ну да. Купить Samsung или iPhone для Apple Watch, если мне нравится Android? Да купите Samsung. Как понять, вы покупаете телефон к часам, а не наоборот? Лучше покупать часы к телефону. Meizu Pop 2 актуальны? Семен, для меня да. Для меня Meizu Pop это родоначальники определенного типа формы, скажем так, ушей. Во-первых, они очень хорошо по мне воспроизводят средние и высокие, то есть в них классику слушать просто удовольствие. Плюс они очень долговечные в плане проигрышей. Они живут, по-моему, на заряде до 8 часов. Вот. Почему так хвалишь Apple, что в них такого? Atom, потому что они задают музыку, они не стоят своих денег вообще никак. Когда я их тестировал в сравнении с бипами, посмотрите на канале, как я их захейтил. Но объективно говоря, во-первых, за год я чуть-чуть понабрался опыта работы с девайсами, 300 обзоров, из них, наверное, 50 на умные часы. И Tube 289 это порядковый номер на YouTube моего ролика. Так вот, ну реально Apple Watch задают тон. То есть они придумывают новые фишки, потом Amazfit их хорошо с Xiaomi копируют или еще кто-то копирует. Но если бы их не было, у нас не было бы чертовой тучи функций, у нас бы не было дешевых вариантов вот этих часов. Но они уникальные, после того, как они выходят, они что-то новое придумывают, у нас это появляется здесь. Все. Как я их могу не хвалить? Стоят они своих денег? Нет. Но когда пишут, мне не важно деньги, важен девайс, вы какие-то другие умные часы посоветуете, давайте напишите, удивите меня. Юрий. Отличный канал, скорость изложения, краткость видеоряд, субъективный опыт, все в тему, полезно. Спасибо. Илья. Mi Fit для Mi Band, Amazfit для Amazfit'ов. Не всегда, Илья, не совсем. Посмотрите, сколько всего можно в Mi Fit повесить. Программу. Как вы смотрите на новые конкуренты Huawei Watch GT 2 и насколько они будут конкуренты со Stratos 3?
Для меня это всегда будут разные девайсы. Huawei Watch GT2, скорее всего, я куплю, но не в числе первых. Почему? Потому что это все-таки чуть-чуть не мой формат. Это большая фирма, я не знаю, как ее обыграть, если она мне сильно не понравится, так, чтобы я потом у меня на канале не появились проблемы. А все, что я пока получаю Huawei, очень часто, очень сильно заточено под их фирму, так же, как с OnePlus. Что наушники, что еще что-то. То есть Huawei-овские Honor-овские девайсы, вот у меня Huawei P20 Pro, с ним великолепно Mi Band, Honor Band 5 работает. Как только я его к Xiaomi подключаю, начинаются проблемы. И не у меня одного. OnePlus 7 подойдет для игр или на какой? На 2025. OnePlus 7 великолепен для игр. Не в тему вопрос, но Funkle Eye или FlyPods Lite. И то, и другой риск, если будете покупать в интернете, обязательно снимайте распаковку, а так я бы выбрал Funkle Eye. Хотя, зависит от того, как они... Funkle Eye лучше басы однозначно, и они громче. Всем привет, розыгрыш уже был. Богдан, сегодня нет розыгрыша, 22 число, читайте в описании к видео, когда у нас розыгрыши и в каких ситуациях. Брать сейчас Amazfit Bip Model Patty, если у тебя не было опыта GPS, работы с GPS, то есть тебе нужно отслеживать трек при беге, бери. Дешевле ничего на данный момент нет и лучше тоже. По автономности точно. Какие смартфоны еще на обзор брать будешь? Атом я собираюсь ВКонтакте сделать табличку из того, что я могу себе позволить, там все до 30 тысяч, что следующее вы хотите на обзор, и вы сами решите, что я куплю. Сделаем честно. Вот. LOL Xiaomi уже больше Huawei. Арма, а вот с этим я даже спорить не буду, потому что у меня нет формата из разряда «А вы знаете новости?» Я знаю одно, что у Xiaomi нет столько инноваций, сколько у Huawei. Я знаю, что Huawei это фирма, не копирующая девайсы чужие, они создают новое, притом очень многое. Понятно, что-то у кого-то они берут, но они родоначальники многих технологий. И не только в мобильных устройствах. Поэтому говорить, что Xiaomi, которую я просто обожаю, которая делает реплики, скупает маленькие фирмы, чтобы получать доход и дает нам с вами очень дешевые девайсы топ, по сравнению с Huawei нет. Это абсолютно разные компании. Покупайте Galaxy Buds и не морочьте голову. Нет, Тему. Вот давайте вы читайте про отзывы про Galaxy Buds, вспоминайте Тему, а те, кто купили Galaxy Buds, вспоминайте его 2 раза и не покупайте Galaxy Buds ни в коем случае. И даже у топовых блогеров, я скажу, спойлерну, мне реально нравится, не нравится то, что говорит, но нравится, как преподает информацию Лучков, и иногда нравится, как преподносит информацию Андро Ньюс. Вот эти 2 блогера, по-моему, ну, Лучков точно хейтил Бадсы. Ну, как бы он не хейтил их в своем обзоре, он хейтил их в сравнении с чем-то. Посмотрите все его обзоры, вы все поймете. Потому что это из разряда, как в моих обзорах. Я делаю обзор, люди смотрят его, я резюмирую, говорю, я не советую покупать, а потом мне пишут: чувак, я купил, спасибо за обзор. И это не 1 раз, не 10 и не 100. То есть я никогда не могу сказать, что вот просто вещь какой-то хлам. Ее, во-первых, купило несколько десятков тысяч человек. Я уже был таким глупым блогером, который был крайне радикален. Во-вторых, в каждой вещи есть плюсы и минусы. И мое субъективное мнение не должно отражаться на вашем. Но когда я резюмирую не покупать, не покупайте. Вот прям советую. Есть вещи, которые я советую купить. Получится, что у нас не будут нагибаться крупные бренды, если у вас будет... Получится, что у вас не будут нагибать крупные бренды, если у вас будет от 100 тысяч подписчиков. Иван, когда у тебя есть 100 тысяч подписчиков, за тебя в прямом смысле общается ютубная поддержка. Я не знаю, как это работает, я примерно представляю, как это работает, но факт в том, что я уже для них стану кем-то. На данный момент я для YouTube, к сожалению, никто, вне зависимости от моего трафика и моих подписок. По поводу Mi Band и Xiaomi, вот и вся соль дешевизна. Да. Орион, как думаешь, какие беспроводные уши можно купить до 2,5? Смотрите топ-10 на канале, до 50 баксов. Stargate, я отходил писать курсовую, много пропустил. Нет, я думаю, немного. 258 человек на обзоре, кто не прожал лайки, если не жалко, прожмите. Вы очень сильно поддержите мой канал этим самым. Дальше. Какие часы взять для плавания Stratos, GTR или GTS? И на данный момент имеются BIP, но необходим режим плавания. Купите Stratos. Во-первых, на них можно потом нагрудный датчик повесить, а я считаю, что даже в бассейне он полезен. Тем более вы знаете, что можно вешать нагрудный датчик в бассейне. Он будет считать ваш пульс точно.
Лучков топ, Дима с андронюсной объектив. Нет, Дима просто делает больше бабок, чем Лучков, а Лучков все еще идеалист, во-первых. Во-вторых, у него лицо, которое очень хорошо продается, он очень хорошо получает даже как просто ведущий. То есть ему не обязательно что-то делать. Миша, будешь несколько смс писать сразу, будет плохо. Ромарио здесь не обсуждают блогеров, я сказал свое мнение, потому что у меня про это спрашивали. Вот, ТЧК. Тут не про людей разговор. Подскажи, пожалуйста, на конец этого года, что все же брать, BIP или ждать GTS? Разница в цене просто огромная. Получили я что-то крайне кардинальное от GTS? Нет, кроме цветного экрана и красоты ничего не получите. Покупайте BIP. Если вы думаете о деньгах, то лучше купить BIP и не думать. Посоветуют дешевые часы с оплатой по NFC. Игрис, Илгис. У меня есть сейчас TicWatch, но я не знаю, насколько они дешевые для вас, это около десятки. И мне они пока не нравятся. Сейчас у меня будет Лемфа двое часов новых, около десятки каждый. Я расскажу вам свое отношение к ним, хотя я не уверен, что будет все круто. И лайкаем, и коммент еще напишем. Лекс, огромное спасибо всем, кто поставил лайк. Это очень помогает мне, как блогеру в первую очередь, потому что, когда вы думаете, что это разгоняет как-то видос, стримы их не смотрят. Кто-то пересматривает, кто-то нет, но флудить точно Стасгейт не надо. Приветствую, есть ли обзор на Xiaomi Mi Box C? Антивайпер, я говорил, у меня есть Mi Box C, но у меня нет телевизора, поэтому я не могу сделать на него обзор. Вот. Касаемо блогеров, я вообще смотрю IT-педию. Ок. Николай, ну вы и меня, я так понимаю, смотрите. Что делать, если мне нравится Apple Watch 4, но у меня Android? Купайте Apple Watch 4, не парьтесь. Доброго вечера, только подключился. Сегодня приехал Amazfit GTR. Пока только положительные впечатления. Спасибо за обзоры. Яник, я очень рад. Про глобалку говорили уже здесь. Юра, у меня нет, у меня китайская версия. А так глобалку на GTR-ках уже есть, на GTS-ках пока нет. Какие твои любимые смарт-часы и смартфоны? Смартфоны у меня любимые, конечно же, яблочные, но я ими не пользуюсь, потому что я не могу переваривать iOS. У меня супруга ими пользуется. Вторые виды телефонов — это вот Huawei P20 Pro, который висит сверху и снимает этот стрим. Надеюсь, он более-менее приличный. Покажи часы формы как BIP. Подскажи часы BIP, форма как BIP, BIP Lite, Health, Amazfit Health и Amazfit... стоп, у Лемфа такой же формы, и Apple Watch такой же формы, но я пока их не тестил. На сегодняшний день часы Amazfit самые продвинутые, топовые? Нет, они просто относительно своей цены, вот Amazfit BIP самые выгодные в плане наличия GTS и автономности, но то, что топовыми их не назвать вообще никак. GTS, наверное, самые топовые из разряда крутой экран, наличие NFC, которое в России не работает, и наличие GPS и автономность 2 недели, то есть GTS, GTR, вот два топа в 10 тысяч. Мне кажется, ты не любишь спамеров. Юмиксон, я вообще их ненавижу, потому что, видите, у меня много людей на канале, я стараюсь всем отвечать довольно быстро, и один спамер многим людям мешает жить, не только мне. Заказывал восстановленные телефоны с Алика? Нет, читал и смотрел очень много плохого про это. Юмиксон, судя по игнору, выше. Не понял. Я где-то час мучился с iOS и виндой. Ну, а что делать, Тёма? Любишь медок, люби и холодок. Кирюха, кстати, как тебя зовут? Кирюха, меня зовут Саня, и, по-моему, постоянно меня знают. Старгейт, будет обзор на все принадлежности для стрима, которые у вас имеются? Кирюха Александровна. Старгейт, у меня для стрима это Huawei P20 Pro и микрофон за 1000 рублей, сейчас скажу какой. Подожди. Бона, 1000 рублей такая штука с проводом. Чем для тебя умные часы от, допустим, GTS отличаются? Для меня GTS и есть умные часы греческий салат. Может быть, вы меня неправильно поняли. В большинстве случаев, когда люди пишут умные часы, нужно с них звонить, им нужно воспроизводить музыку и устанавливать туда сторонние приложения. То есть они относятся к ним как к компьютеру. Или у них нет телефона, но это глупый сарказм, но по факту они хотят те же функции, что в телефоне, только от часов. Дальше. Польза сказал, что ты не делаешь админом чата. Польза Польза сказал, что ты не делаешь админом чата. Модел Пати, давай я сделаю тебя еще, потому что я устал уже просто от спама. Все, я созрел к тому, что я вам доверяю, Модел Пати. Притом очень сильно, потому что вы понимаете, что сейчас я могу встрять из-за ваших действий на канале. Планируете покупать на смартфоны OnePlus? Еще как, Пашка, обо всем. Очень сильно планирую, но жаба душит. Я понимаю, что это не будет иметь огромного успеха, это точно от меня. И поэтому у меня такое состояние. И хочется, и колется. Самые лучшие часы после Apple Watch. Для меня
MSFIT, MSFIT Stratus. Но опять же, потому что мне нужны конкретные функции, а если прям расширенные Nexa, потому что я фанат MSFIT, потому что они стоят дешево, потому что это не Samsung за 20 с лишним штук, чисто за бренд. Дальше, что думаешь о новой фишке новых часов Huawei? Отвечать на звонок до 250 метров, какой новый Bluetooth? Да никакой, Дмитрий, у меня была по поводу этого заруба с очень большим количеством хейтеров моих, которых я потом забанил, по поводу того, как далеко может работать Bluetooth. Bluetooth модуль может работать до, по-моему, 1,5 километров. И там дело не в размерах Bluetooth модуля, а в алгоритме. Кратко, 250 метров более чем реальная цифра, но опять же, это я сейчас буду себя бить в грудь и рассказывать, насколько я прав. Физически это более чем возможно, скажем так. Антон, что лучше, GTS или BIP? Разные устройства, Антон. GTS стоит космос, 10, там, 9900, там, 10 тысяч. Эти стоят 3,5. Если нужен только GPS, то достаточно купить BIP. Если нужна красота и GPS, то берите GTS. Дальше. iOS стал лучшим и больше на Андрюшу смахивает. Говорю, как владелец обоих систем. Но это отлично. Я тоже хочу быть владельцем обоих систем. Если куплю iPhone X, или как iPhone... Какой последний iPhone вышел? 11 Pro Max супруги, то заберу у нее iPhone 7 Plus и буду знать, что там происходит. Мне просто обидно, я твой преданный подписчик, а ты Model Party. По-моему, ты сейчас модератор, поэтому давай без оскорблений, без обид и без всего остального. Stargate тоже так думаю, но один блогер сказал, что плохо. А где в Москве можно купить кроссовки Xiaomi? Много где, Николай, не буду пиарить фирмы, там просто их вот прям море. В телефонах на Snapdragon разбираешься? А что вам необходимо, Сокол? Amazfit Stratus или Huawei GT? Mi Max 3 однозначно, Константин. Amazfit Stratus для меня однозначно, потому что GT-шки я не тестил, и, по-моему, на них нельзя вешать... Ну, я ничего не буду говорить о Huawei GT, я чувствую, что у меня один выход – это купить все Huawei-евские устройства и рассказать о них, чтобы вам отвечать. Лемфа и Лем-10 кажутся неплохими, как тебе? Станислав, я купил Лемфа М10, Лем-10 и Лемфа Лем-11, мне выслали с условиями, что я просто о них расскажу, могу просто их положить, разбить молотком и рассказать, что они хлам. Та-да! Я даже не знаю, что... Мне, по-моему, само Лемфа выслала их. Написали там, за сколько ты сделаешь обзор. Я написал, я вообще обзоры делаю бесплатно. Написали, тогда тебе можно выслать часы, ты сделаешь обзор? Я, да, все, мне выслали часы. Я в легком шоке, потому что я слышал, что они там чего-то там от кого-то требовали, но вот так. Можешь, пожалуйста, сейчас показать управление музыкой на GTS? Легко. То есть вы подключаете их, конечно же, по Bluetooth к вашему девайсу, в девайсе открываете плеер, и вот такой вот у вас будет плюс-минус по громкости переключения плей-пауза, ТЧК. Будет видос по поводу Wildberries и их пали. Wildberries, Юмиксон, по поводу Wildberries и их пали. На Wildberries у меня скидка 20%. Почему? Потому что я там покупаю чертову тучу шматья для всей своей семьи. И покупаю его исключительно топовое. Ну, как бы относительно топовое, понятно. Проще говоря, там Asics я брал не раз. Я не раз брал там Mizuno, я не раз брал... не буду называть бренды, это уже совсем плохой пиар и нехороший с моей стороны. В плане того, что там брендов очень много, нужно проверять, потому что когда-то люди берут, допустим, бренд носят, потом сдают его, и вам привозят эту же коробку запакованную, и сами люди тебя обманывают, а не сам бренд. Дальше, два вопроса по GTR. Можно в них как-то выставить границы пульса? Еще предполагают, что данная модель не предназначена для плавания в морской воде. Верно. Яник, я вообще ни в чем в морской воде не плавал бы, если вам этого дела не жалко. А границы пульса можно выставить не как-то там в программе. Похимичьте. Раньше можно было, я не думаю, что что-то поменялось. Хотя там новая обнова вроде вышла, я ее не обновлял еще. Как раз, когда приходила обнова с Always on Display, еще что-то потом приходило. Спасибо. А название треков будет на часах отображаться? Да. Дмитрий Кузнецов, 11. Окей. Как думаешь, почему Wear OS немного умирает? Что 11, Дмитрий? Напишите, пожалуйста. Потому что она сделана на «Отлюбись». Смарт-часы может ли зарываться? Не понял. Дошик, привет. Плеер на GTS корректно работает с айфоном, нет каких-либо ограничений. Плеер на GTS, да, я не думаю, что какие-то ограничения есть, хотя я протестю, напишите мне в ВК. Как поставить переключение музыки на BIP? Через сторонние прошивки.
Либо через программу Notify Fitness можно программировать кнопку, но там очень все сложно. Попробуйте. Как ваше отношение к рекламе Reebok? О, Никс, не-не-не, я вот в это дело не полезу. Спасибо. Reebok люблю, про рекламу вообще ничего не знаю. У меня на свои-то ролики нет времени. Где прошивка на бипы, если там плеер? По-моему, есть, но такой. Ну, я не знаю, я не прошивал, я говорю, почитал очень много, меня часто просили о них рассказать, я поэтому рассказываю. Как смириться с NFC без возможности платежей? Петр, возможно, если они будут продаваться в связном, возможность платежей все-таки будет. А MSFit Nexa глобалка вышла? Не знаю, Пашка, мне не интересно, потому что на MSFit Nexa я установил английский язык при вас, по-моему, показывал на обзоре. И мне, в общем, там русский-то не особо и нужен. Скоро ли будут обзор на Stratos 3? Я думаю, в течение 3 недель. Точнее, через 2 недели, вот так где-то. Очень надеюсь. Я взял MSFit Pace, доволен ими и стал больше ходить пешком. Если все будет хорошо, и я посчитаю нужным, кстати, на Stratos 3 я сделаю также обзор на стриме. Если вам интересно, то ставьте лайки. Вот как бы так. Apple Watch 4 намного лучше, чем Samsung Watch. Стоит ли переплачивать? Очень не нравится мне Samsung Watch, поэтому стоит. Но только потому, что они мне не нравятся. Так. Нырял с бип в Красном море на 10 метров. Феша. Я могу вам рассказать много всего, чего я делал с девайсами. Вот мне везет, вам везет, а очень многим людям не везет. И я обобщаю их мнение, обобщаю их опыт и делюсь им. Вот у тебя GTS с китайской прошивкой, а после синхронизации с телефоном на них язык не меняется. На тот, что стоит на телефоне. Нет, Владимир, не меняется, потому что на GTS-ках в принципе сейчас нет глобальной прошивки, а дальше, может поменяется. Я очень на это надеюсь. Так, короче, я выбрал Meizu Pop. Поздравляю. 11 это ответили, какой iPhone последний. Спасибо. Arma Always on Display на GTR сильно жрет батарею? Не сильно. Так там он ничего не показывает толком. То есть он показывает вот время и все. Apple Watch можно ли пользоваться Samsung? Да, с Apple Watch можно пользоваться с любыми телефонами. Так, стоит ли переходить Samsung Watch первых на GTS? Однозначно. По-моему, первые Watch вообще тормозят просто люто. Хотя это разные девайсы, у них разные функции, напоминаю. Mi 9T Pro тоже 855 проц, как и OnePlus 7. Так, 7 лучше по системе. В 9T Miu вот для чего спрашивал. В OnePlus 7 и 7 Plus очень все сбалансировано. И сколько владельцев данных телефонов я не знаю, все крайне хорошо о них отзываются. И плюс у меня есть наушники OnePlus, кстати, и они просто топовые, буллицы вторые, прям я в них бегаю. Привет, Артем. Мастерская, отличается ли качество звука на часах и телефоне? Еще как. Нет, вы имеете в виду по поводу, конечно, отличается, потому что у часов, допустим, нет того же, тех же кодеков, таких же. Я не знаю, кстати, какие кодеки поддерживаются теми стратусами, надо заморочиться, посмотреть. То есть у них может быть SBC только, и, конечно же, нет никаких этих APTX, HD, LDAC. Расскажи про Snapdragon 710, ARMA. Вот поверьте мне, 240 человек на стриме. Максимум это интересно 2-3. Что у тебя за ручка в руке? Это стилус, который с одной стороны ручка, с другой стороны стилус. Я их часто использую на обзорах, потому что пальцы видеть это, конечно, круто, но лучше увидеть какую-то точечку, которая тыкает, и все. Сними обзор по часам Apple в связке с Android смартфоном. Атом я и по ним сниму, и не по ним. Вообще очень у меня большие планы на Apple Watch 5, но пока, если честно, понятия не имею, в какой форме это преподнести, потому что тема довольно изъезженная, это раз, а два, вам реально про это интересно? Я не уверен, вот если честно, потому что очень дорогие часы по цене смартфона. И у меня прям вот диссонанс в голове, что 35 штук, и можешь купить за 35 тысяч два Redmi Note 8 Pro топовых на 8 гигабайт оперативы. И, конечно, это жесть. Xiaomi анонсировала доступную звуковую щетку. Видел, Андрей, за 900 рублей. GPS точно считает расстояние на GTS-ах далеки, очень, и притом быстро. Ронда все под солнцем греются, логично. Дальше. Monster Trick Channel. Есть ли галерея в этих часах? Ответь, пожалуйста. Нет, галереи нет. Дальше на iPhone 11 вышел. Кстати, лучше в этом году брать просто 11 или 10 Max. В следующем году будет глобальное обновление модельного ряда iPhone. Спасибо за информацию. Тогда iPhone не буду брать. Буду брать только Apple Watch 5. Добавить ли в обзоры на телефоны критерии, насколько быстро умирают на ходе? На каком? На холоде, может?
Юмиксон, ну да, я убью свои телефоны только чтобы рассказать, как быстро они на холоде умирают, учитывая, что мы все их носим в карманах. Иван, интересно, спасибо. Кашей, какие сейчас часы лучше до 10К? Вот. Amazfit GTS. Либо Лемфа, если вам нужны звонки. Но опять же, Лемфа 10 я еще не тестил. Я говорю, я очень опасливо отношусь к этим часам, потому что на них почти нет обзоров, а те блогеры, которые делают на них, у меня, если честно, особого так доверия не вызывают. Потому что, допустим, я посмотрел чуть-чуть блогеров на обзоры, по-моему, 2 американцев. Вот американских блогеров я, кстати, иногда смотрю, интересно их смотреть, им вообще, по-моему, все равно, что они рассказывают. Они 99% лицом торгуют, ну, либо да, я так попадаю. Так вот, по поводу часов TicWatch, там все было круто, а я сейчас в руках держу вообще не крутой девайс и тестирую его, и, в общем, скоро вам о нем расскажу. Какие лучшие наушники из проводных ненакладных? 5 секунд. У меня скоро будут эти лучшие наушники из проводных, опять же, в категории, я назову ее так, довольно дешево. Так, yes. Вот такие вот казешные монстры. О них я расскажу попозже на канале, опять же, в обзоре там на 2-3 минуты, потому что если у вас девайс не с нормальным ЦАПом, ну, все поймут, кому надо, они не нужны, вот мое мнение. А так всегда хорошо играют гарнитуры. Что у Huawei, что у Яблока, гарнитуры всегда норм. Услышал про буллицы 2, обзор на них есть на канале? Если нет, то будет. Станислав, обзор есть на канале. На канале 300 обзоров на всякую снедь. Притом очень маленьких и быстрых. Посмотрите, там вообще все есть. Starbucks выпустит кофейную кружку с NFC. Уже кружки с NFC идут. Круть. Xiaomi Redmi Note 8, там же проц МТК. Коротко, не мешает это ему? Мешает, Сокол. Не коротко, а длинно, просто телефон просто безумно греется. Doom, есть разница в олеофобном покрытии BIP и GTS? Есть, потому что там, нету, как бы отпечатки, что здесь остаются. Я говорю, вот по поводу этих олеофобных покрытий, это название просто красивое. Дальше, мне показалось, или ты пьешь пиво? Да, глушу, воду я глушу. Я не употребляю алкоголь, 20 октября будет ровно 10 лет как. И это принцип. Дальше. Какие же умные часы сейчас лучше купить? Honor, Huawei или дай совет? Яблочный, либо Apple Watch. Amazfit. Либо Apple Watch, либо Amazfit. Подари что-нибудь, пожалуйста. Нет, Никита, нет. Doom, есть ли разница в олеофобном покрытии, уже ответил. Артем, где ты купил? Что именно GTS я покупал так же, как и Health, через товарищей из Китая. Они вышли дороже, чем на Алиэкспрессе, но на Алиэкспрессе их на тот момент вообще не было. То есть я в руках их держал до того, как они появились в принципе. Таким образом, покупать стоят большие, крупногабаритные товары из разряда ламп, еще чего-то, или специфичные, через кого-то. Конкретно там можно через вот моего товарища, который на Дальнем Востоке живет. Я называю его товарищем не потому, что я его знаю, а потому что он мне уже не раз меня не кидал. И для меня это очень важно. Вот что тут столько болтать и думаешь, надо устанешь еще не так. Да нет, это все мелочи жизни. Расскажи про стратосы. С Эмпер у меня столько обзоров на стратосы, что нет смысла. Посмотрите их, они там прям вообще про все. Юмиксон, я не про это. Есть телефоны, с которыми идешь на прохладе и держишь в руках, а аккум очень быстро высаживается. Юмиксон это прям вообще какие-то днища телефоны, либо брак. Amazfit Verge или GTS купить? Разные девайсы, Дмитрий, поэтому сравнивать их некорректно. Verge это умные часы с галереями и всякой другой снедью, а GTS это больше спортивные умные часы. С максимально там функцией это NFC, которая не будет у нас работать, и переключением треков с GPS. Все. 10 лет это достойно. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Да, надеюсь, мне до 10 лет еще целый месяц. Внимание свое дарит. Да, так, вы что тут, извините, брать Mi Band 3? Нет, дошек, сразу Mi Band 4 это довольно выгодно сейчас. Скинь, пожалуйста, на стилус, который у тебя в руках, ссылку. Арма легко, в ВК напишите, либо в комментарии я вам ссылку туда прикреплю. Когда будет обзор новых кроссовок Xiaomi? И сравни, пожалуйста, со Smart Sneaker 2. Нет, вот сравнений точно не будет, Николай. Ну, только такое, хотя может что будет, но не в отдельном видосе, наверное. Так, Владислав, куда деваешь свои девайсы? Опа, Сол Вагнер. Я докладываю всем 231 человек, что это мой первый спонсор. Приятно.
Скоро увидимся на стриме. Дальше. MSFit какой? Не могу определиться. Спасибо заранее. Смотря сколько денег, Заза. Напиши, сколько денег, я тебе отвечу, сколько. Наушники i200, которые ты показывал, как там звук, микрофон, все такое, как же в оригинале. Нет, Миша, вы можете посмотреть обзоры. Еще раз напоминаю, что я не советую данные девайсы к покупке, потому что любые реплики яблочных наушников могут быть полным хламом, это раз. А во-вторых, это просто реплики. Лично тебе какие больше зашли, GTS или GTR? Я уже говорил, что мне, изначально по форме нравится GTS. Ой, GTR. Но GTS намного удобнее носить и приятнее. Какие наушники из недорогих не затычки? Спасибо. Сол Вагнер, Ре. Какой телефон для PUBG посоветуешь? Бомж Edition желательно, но чтобы норм играть можно было. Stargate. Надеюсь, ты не будешь сейчас много одинаковых вопросов писать, но кратко я тебе советую купить Redmi Note 8 Pro. Вот, либо Redmi Note 7, лучше Redmi Note 7, но с 4 гигабами оперативки как минимум. GTS или BIP, интересен пульсомер, стоит ли переплачивать, либо Pocophone купи. Я не знаю, насколько Bombs Edition имеешь в виду. GTS или BIP, интересен пульсомер, стоит... Нет, не интересен, тогда BIP, Артур Пирожков, все правильно. Миссис Дошик, не, я в Големе живу, и мне выгоднее брать Mi Band 3. Быть того не может. Купите на Алиэкспрессе, напишите продавану, чтобы он указал цену в $3 и все. Сделай обзор на трекеры M3+. Артем, скиньте мне в ВК, я даже не знаю, что это такое. Скажи, пожалуйста, вышли MSFit 2? Нет. Вы имеете в виду Stratos 3? Дальше. Я вроде первый сегодня на печеньке скинул, а спонсор это как? Может, тоже стану. Спонсор это кнопка под видео, вот там отдельно. Есть посмотреть, есть кнопка спонсировать там написано. Вот, 249 рублей в месяц с вас будет списываться за то, что там есть у меня условия, что вы получите за это. Не буду я пиарить это дело, как-то это неправильно. Хотите быть спонсором, будьте им. А на Алике уже сказано, что есть русский язык в GTS. Круть, надо попробовать их обновить, может быть, будут. Потому что это китайская версия, надеюсь, на китайскую встанет. Польза, если хочешь... От меня, админа на меня. Зачем модал пати? Давай без драмы. Напиши мне в ВК, будешь, не будешь админом. Ронда, Stargate, я играю в PUBG на Redmi Note 7, вообще все отлично. Ронда, напиши, сколько у тебя гиг оперативки, точно не 3, потому что с 3 лагает он, дай боже. Stargate, вас понял, большое спасибо. Пожалуйста. Какие наушники из недорогих? Лучше не затычки, но удобно, как по мне, спасибо. Не затычки все дорогие, сталкер, не могу я советовать тебе. Недорогие не затычки, это рулетка, вот есть эта рулетка, последняя R2 у меня, но они могут прийти хламом. Окей, будут только помогать. Спасибо. Когда выйдут MSFit GTS в глобальную версию? Либо через день, либо через 3 дня. Вот где-то так. Я не мисс Дошик, я... MC Дошик, окей. Я же не понимаю, мистер или миссис или MC. Когда выйдут MSFit GTS в глобальную версию? Ответил, 3 дня, либо недели. Я 299 скинул просто в чат, значит. Ну ладно, разберусь, буду спонсором. Ну, сможете, будьте, Дмитрий, будет приятно, будет хотя бы у нас тусовка 10 человек, будет веселее. Куда ты одеваешь все свои вещи? Артем, вы должны посмотреть мой стрим «Наушники на 100 тысяч рублей», вы поймете, куда я их деваю, я там прекрасно все рассказываю, потому что первую партию наушников, которую я в течение года покупал, продала моя супруга, уехав в отпуск в Петербург, а вот эта вторая партия была как раз у меня на стриме. Скажи, пожалуйста, Snapdragon 710 на PUBG пойдет? Да, наверное, да, просто не топовые настройки, и все, очень много зависит всегда от интернета, честно. И, конечно же, оператива не меньше 4 гектар. Илья, подскажи, какие наушники впроводные можно посоветовать, но не накладные до 25 баксов. Угу. У меня там были бирсы, посмотрите, я не помню, сколько они стоили, но, по-моему, до 25 можно их купить. Kir Forever. Алекс, можно через твоего друга заказывать подешевле товары из Китая. Kir Forever, смотря какие товары, потому что на Алиэкспрессе довольно много дешевых товаров, раз. А два, напишите ему, он вам ответит по поводу конкретно каких товаров вы будете с ним говорить. Видите еще в чем дело? Дело в том, что у меня, понятно, я покупаю довольно много вещей. Вы можете увидеть на канале сколько обзоров, посчитать, сколько я трачу. Я заказываю на себя и супругу максимально на 30 тысяч. Давайте подумаем, если я ни через кого не буду заказывать, что у меня будет правильно? Налог. Я не хочу платить налог на трансфер,
Хотя в 99% случаев я прошу продавцов, чтобы они писали гифт, но таможня тоже не идиота. Поэтому я стараюсь укладываться в 30 тысяч рублей. Согласен, тусовка веселее, будем покупать девайсы и по очереди разбирать. Окей. Арма, спасибо. Вам спасибо. Заза, в деньгах не ограничены, нужны надежные надолго. Если в деньгах Заза вы не ограничены, я не помню, что про какие конкретно вы сравнивали, что с чем, тогда покупайте Apple Watch 5. Дальше, Илья, а будешь делать обзоры на проводные наушники накладные в недорогой ценовой категории? Они вроде бы у меня есть и довольно недорого. Вот. Но они не особо интересуют зрителей, поэтому я делаю это довольно редко. А какой телефон заменить Redmi 4 на другой? Все зависит от финансов. MC-дошек можете на Redmi Note 7, допустим, с 4 гигабайтами оперативы для начала. А можете вообще ни на что не менять. Думаю брать Xiaomi AirDots за 1000 или что-то лучше взять. Вы можете купить и их, но, говорю, мне они не нравятся из-за количества брака. Хотя и в других наушниках брак есть. В общем, посмотрите топ-10 на канале и решите. Там до $20 все. То есть это примерно до 1300 рублей. На GTS тоже экран может отклеиться или он сделан принципиально по-другому. У него защита от воды выше, я думаю, что сделан по-другому вообще. Недавно подписался на канал, очень интересные обзоры. Спасибо, Сергей. Stargate, ну по сравнению с МТК HL X20 2015 года, точно лучше Snapdragon 636. 6. Андрей, MSFIT глобальная версия. Вы про что? GTS глобалка, Андрей, когда? Ну, я на китайскую, наверное, не смогу поставить. Посмотрим. Xiaomi Redmi Note 8 не Pro, там 665, а в Xiaomi Redmi Note 7 660. В 7 есть 6 гигабайт оперативы. Спасибо за инфу. Илья, немного обзоров на проводные наушники делайте побольше. Ну вот я вам показал казешные наушники. Я их тестирую, пытаюсь сформулировать. Но вот они мне реально понравились. Прям вообще. То есть я от них прусь. Сказать, что я от них прусь, это вообще ничего не сказать. И в них реально можно оглохнуть даже при использовании ноутбука. Никакой каши я не знаю. Я не знаю, как их не рекламировать. Потому что в идеале-то блогер не должен ничего рекламировать. Или обзорщик. Но в общем... ну как, они огромные, они просто огромные и весят просто космос. Я могу вам показать изначально до обзора. Обзор будет, как всегда, на 2-3 минуты. Особо многое про них рассказывать не стоит. 6,5 грамм, 6,6 грамма одного наушника без кабеля. Это прям вообще, по-моему, рекорд из всех ушей, что у меня были. Дальше, где взять оригинальный ремешок оранжевый? Кирюха, пишите мне в ВК, я вам скидываю ссылку. Слышал про реформу налогов, заказов за рубежом. Юмиксон, да, и буду плакать по этому поводу. Какие наушники посоветуешь затычки для тренировок? До $100 буллицы вторые, либо Huawei FreeLace на шнурке. Это опять же мой совет. Можете не на шнурке выбрать любые затычки до $20. Будет то же самое, что... другие любые затычки. Киньте ссылку в ВК на ту бритву из обзора. Можете вкратце ощущения от бритвы рассказать, как первую электробритву хочу взять. Stargate, они есть ссылки под описанием. Все вообще товары есть в ссылках под описанием к видео, к моим обзорам. Насчет таможни, это да, сейчас висит посылка из Китая, уже 2 недели всю цену пытаются установить. Видимо, продавец гифт бахнул. Может быть, да, очень часто вот лучше хоть какую-то стоимость указать, чем вот так радикальненько все. Дальше Фанкала до сих пор жду. Соляви. В Соляви, Дмитрий, вы открывайте споры, если они долго идут, однозначно пусть возвращают деньги и нечего ждать, все бывает, так сказать. Налики уже продаются как GTS Голобалка. Но вообще тот продавец, если вы через мою ссылку покупали, вроде бы не урод. Если напишите, в ВК напишите. Он многим уже продал, и пока у него брака не было, что довольно странно. Обычно мне про брак пишут, а тут нет. Налики уже продают, да, давно уже продают GTS глобалку. У меня ссылка в описании на GTS глобалку, кстати. Извини, что еще раз, но ты показывал наушники. Это какая модель? Это казешка, не скажу. Не скажу, вот иначе мой обзор может не будете смотреть. Я и так много спойлерю, потому что, когда я спойлерю, кто-то делает их быстрее, эти обзоры, потому что я не в Москве, и это печально, потому что я теряю трафик. А так чуть-чуть вам рассказываю, что конкретно расскажу. Но опять же, я рассказываю преимущественно про то, что всем, не уверен, что всем будет интересно, но кому-то из вас, в первую очередь моих подписчиков. А такие секретные штуки уже вот... буду придерживать для себя. Бритва пришла супер, быстрая и бритва отличная. Я рад, Дмитрий, что вам она понравилась, потому что я честно ей пользуюсь. Что такое гифт? Гифт это подарок, Дмитрий. То есть оформляют как подарок, Дмитрий Синицын. Константин, подскажи лопатофон в 2019. Советую Redmi Note 8 Pro, если вы не планируете играть в игры. Лопата лопатой. Рамзес, покажи, как взять телевизор, как сделать, не понял.
Какой взять телевизор на Android? Рамзес, ну, Xiaomi народ покупает, а больше я ничего советовать не буду. У меня телека нет, понимаете? То есть, что я вам посоветую, если у меня нет телевизора? Я буду брать Xiaomi-шный, однозначно. Вопрос, когда просто. Honor Band 5 или Xiaomi Mi Band 4? Спасибо. Как думаешь, стоит ли брать наушники Pamus Lite? Судя по обзорам, топ. Руслан, ну, на Pamus Lite обзоров не так и много, давайте откровенно. Это первое. Два... Всем нужен фронтмен. Что это имею в виду? Когда ты выбираешь себе какой-то бренд, который ты сильно хвалишь, желательно, чтобы этот бренд был уникальный. Поэтому Pamus Lite... А вы видели у топовых блогеров про них что-нибудь? Вот задумайтесь, почему не покупают большие, я не буду говорить, какие каналы для обзора эту фирму. Не по той причине, это точно, чтобы не быть там первыми или вторыми. Подумайте. Подумайте и ответьте сами себе, и все. А так, по мне, я к этой фирме осторожно отношусь. Что за девайс в середине? Это Amazfit GTS, это Amazfit Bip, это Amazfit Bip Health, точнее Amazfit Health Watch, это Amazfit Bip Lite. А где закреп-коммент? В гостях у Тимона вот здесь прям под видео закрепленный комментарий и в самом верху. И там ссылки на все обзоры этих девайсов. Ну там дальше. Мистер Лад, привет. Андрей, нет, настоящая лопата Xiaomi Mi Max 3. Да, ну вопросов нет, но и стоимость у нее настоящая. Напишите сколько сейчас, я даже гуглить не хочу. Какие из Amazfit Bip самые мелкие и легкие по габаритам? Самые мелкие и легкие это Amazfit Bip Lite, но я их не советую, как их Amazfit Health Watch, потому что по мне они бесполезны. Как ты относишься к защитным стеклам на телефоны клеишь, без стекол ощущения другие? Сокол, я кому-то скидывал фотографию моего, я показывал на стриме фотографию моего по 20 Pro, он разбит в хлам, другие стекла я не разбивал, полностью разбивал какой-то самсунговский стеклянный телефон на кафель, и он сразу помер, года 4 назад, наверное. Не клею на них, на стекла на телефоны, но заказал на P20 Pro нилкинское стекло, не знаю, выслал или нет, 670 рублей заплатил, довольно бодро, но вот так. Subtitles needed. Amcar, yes, but I can't do it for stream. Извините за ломаный английский. А сколько стоит Redmi Note 8 Pro? MC Доширак 16500 по ссылке в описании. Результаты конкурса были? Нет, сегодня не было конкурса. Читайте в описании, лад, получше. Брать сейчас Meizu X8 за 8000 нет, Роки, я не советую брать Meizu. Хотя бы я их потестил, но вот советовать я их не буду. Какой телефон юзаешь как основной? Huawei P20 Pro или второй телефон Redmi Note 7? И третий телефон у меня... Соответственно, Redmi Note 8 Pro. Стоит ли покупать Redmi Note 7 Pro на Алике за 16 штук? Не знаю, я бы на GD взял, на всякий пожарный. Mi Max 3 или Honor 8 Max? Model Party, не удаляй так много сообщений, пожалуйста. Менять Mi Band 4 на BIP. Если вам нужен GPS, да. Ребят, кто знает, как можно ставить прошивки на BIP с айфончика? Опа! По-моему, там только с компа можно. Вы так прямо в карьер с места. Посмотрите сайт, который я советую. Я потом в прикрепе добавлю его. Или вам отвечу. Напишите, с какого сайта это делать. Там вообще все разжевано. Взял на распродаже на Али в сентябре 2 штуки Amazfit Pace. Одни 55, вторые 62. Вот это экономия. Около 90 стоит. Так чем брать GTR или GTS за 130-140 уже лучше Stratos. Герасимус, вопрос в том, для чего вы их покупаете. Видите, некоторые люди им чуть-чуть пробежаться и для красоты. Ну, красивые часы. Я, конечно, установил самый простой циферблат вообще. А по факту часики вообще топ. Вот. По красоте. Посмотрите мои обзоры, там много очень циферблатов у меня для примера. И все они мне нравятся. Посоветуешь в пределах 20 тысяч телефон, камера не важна. Honor 8 Pro Redmi, если не собираетесь играть в него. Если собираетесь играть в телефон, то купите покафон. Вообще Mi 9T, по-моему, сейчас будет стоить до 20-ки на распродаже в районе. Mi Max 3 стоит 19 штук в DNS и 11 на Али. Как-то подозрительно дешево. Хотя да, наверное, это же не четвертый, все правильно, Андрей. Спасибо за совет, да. Телефон норм. Но он устаревший уже, давайте честно. Сейчас вместо стекол на телефон есть гелевые пленки. iPhone спасла, в сауне об кафель уронил. Не видел, Дмитрий, но посмотрю. Интересно, что за штука и сколько стоит. Как тебе Amazfit Verge? Несколько обзоров у меня на канале Эрик по поводу них есть. Я думаю, что если покупать, то уже сразу Nex. Это следующие их часики. Как Redmi Note 8 Pro? Заряд окей.
Да, вы можете посмотреть стрим с тестом батареи. По мне, она более чем хорошо отрабатывает. Пишут комменты, все норм. Окей, Redmi Note 7, 6 гигабайт 64 гигабайта, 6 гигабайт оперативы 64 на борту, за 11 тысяч на Алике, сказал для инфы. Окей, спасибо. Как дела? Норм. Huawei Mate 30 Lite хороший смарт. Я вообще не люблю приставки Arma Lite, лучше покупать Pro всегда. Сергей Mi 9T купил, очень доволен. Вам уже пришел, Сергей? Напишите, пожалуйста. Руслан, спасибо за ответ по Pamus Lite, но топовые блогеры не всегда то, что нужно, поэтому смотрю тебя, а не Вилсу. Топовым скоро занесут то, что прорекламируют. Руслан, прочитайте, если честно, я не читал про них в форумах. Я уверен, что там уже намного больше информации. И уверен, что про них уже информация какая-то нет. Есть, точнее. Стоп, а только про Honor 8X знаю. Пойду после стрима смотреть. Окей. Санджин, подскажите, лучше дождаться GTS глобальную версию или сейчас купить китайскую? Лучше глобалку дождаться. Андрей Николаев, Mi Mix Max и Mi Max. Это разные модели. Mix реально дорогой. Ок. Я уже, мне кажется, подвисаю, потому что стрим уже длится 108 минут, а я после 2 суток работы. И 1000 желаю тебе. Спасибо. Не забывайте ставить лайки, товарищи. 14 дизов. Как-то сегодня я прям разогрелся с дизлайками. Может быть, 500, 5 сотен разменяем, будет круто. Лея, был обзор, окей. Как тебе Redmi Note 7 Pro? Не делал на него обзор, семерка не особо зашла. Ну так, у меня всегда на телефон есть негативный и позитивный обзор. Вы лучше смотрите и то, и другое и делайте для себя выводы. Братан, подаришь ему Sweetbip? Тарас, нет, не подарю. К20 Pro 8 120 купил за 23 тысячи. Вот это будет топ. Жду не дождусь, брал китайскую прошивку, сам поставлю. Расскажете, я думаю, это прямо огниво. Кирюха, ладно, пока я хорошо провел время. Как я хорошо, Кирюха, провел благодаря вашим, кстати, вопросам. Ваши вопросы я запомнил. Эстас, что там, определились с топом? GTS? Я же говорил, GTR. Ну из этого всего 2 BIP и GTS. Тут вопрос от цены и от необходимых функций. Потому что, учитывая, что здесь есть NFC, и ими можно без костылей управлять музыкой, ну, плюсов больше. Но понимание того, что это 10 тысяч рублей, а это 3,5, оно все-таки давит на сознание. Какие часы у тебя? Вот здесь у меня на руках GTR с Always On Display на данный момент. На 4 PDA уже больше 200 страниц о Pampus Lite, там вся инфа есть. Минус в том, что они партиями посылают раз в 3 месяца. Так что раньше, чем через 3 месяца не получите. Окей, буду теперь знать, но я не особо расстроен, я вам даю слово. Потому что это такая штука, тоже локальная, из разряда фанков. Сейчас Max 2 хочу менять на 9T. Стоит того? Да не, а зачем? Вопрос дня. Какая автономность у GTS? Около 2 недель, Дмитрий. Спасибо за ответ. Вам спасибо за вопрос. Валтер, привет, польза. По твоему совету взял в iPhone XPads 3. Звук, автономность нормал, посадка, дизайн, удобство носки тоже good. Размер кейса супер. Я рад. Да, Huawei-ские часики вообще топ. Так. Но я пока еще не покупал. Я купил лемфовские, они почти пришли, а Huawei-ские точно мне отменили доставку. Закажу еще раз. Будут обзоры на беспроводные наушники дешевле 10 тысяч рублей. Юмиксон $20, это 1300 рублей. Посмотрите, пожалуйста, на канале есть топ-10, они все дешевле в районе 1000 плюс-минус. То же самое Александру ответ. Так, Волтер, ну вот покрытие облазит. Плохо. Даша, подскажи, пожалуйста, что купить, GTS или GTR? Даша, однозначно, так как по нику вы девушка, GTS, потому что это в принципе одинаковые девайсы. Но ждите глобальную версию. Китайскую не берите, не факт, что сможете перепрошить. На Пандау сейчас можно купить Mi 9T за 21 тысячу. Pro? Да ладно. Сколько будет идти стрим? Не знаю, Руфат. Samsung A50 еще актуально? Нет, мне кажется, что уже не актуально. Samsung A50 как смартфон топ? Нет. В GTS можно музыку листать? Хотел бипы, но музыку нельзя переключать. Виталий, через костыли бипы можно переключать? Еще раз, 10-й, без разницы, вы же постепенно уходите, приходите. Вот переключение треков и увеличение, уменьшение громкости через GTS. То есть включаете Bluetooth, соединяетесь с телефоном, входите в программу по воспроизведению музыки и смотрите, слушаете. Так, я про самое дно наушников. Нет. Stargate меня обманывают один раз из 20, наверное, из 10, ладно. Подождите, я сейчас глоток еще воды сделаю, точнее налью ее, уже 4-й стакан.
потому что 1,5 часа болтать сухо. Батареи включили, и, как вы прекрасно понимаете, довольно тяжко без остановки разговаривать, если не мочить горло. У тебя есть блог про GTS? У меня есть про GTS несколько обзоров. Посмотрите, пожалуйста. Даша мужу GTR. Однозначно, не GTS, но глобальную версию. Только зашел на стрим. Ставьте лайки, кому нужно еще раз рассказать полностью про эти часики, кратко. Если уже новенькие появились, если 10 человек есть, то быстро пробегусь, окей. Для тех, кто сидит здесь, я думаю, норм. Я все равно отвечу на все вопросы. Какие наушники лучше, по твоему мнению, и опыту использования, визлы или фанклы? Визлы, я не знаю, что такое визлы. Вот. А фанклы, я знаю, что такое фанклы. Фанкл норм, ай. Вот. Спасибо большое. Всего хорошего. Даша, не забываем лайк, если вы убегаете отсюда и не собираетесь подписываться. Плюсики, окей. Так как у нас новеньких много, еще раз напоминаю. Вот это MSFit Lite, MSFit Beep Lite, это MSFit Health, это MSFit Beep обычный, это MSFit GTS с цветным экраном, AMOLED-дисплеем и такими всеми прям напичканными NFC, которые в России не работают. Красивые. На них на всех у меня есть обзоры, кроме лайтов. На лайты обзор будет, наверное, но это упрощенная версия MSFit Beep. Чем она отличается от бипов? Здесь нет функции GPS, но они лучше защищены от попадания воды. Только я в Health тыкаю почему-то. Вот это Beep, вот это Beep Lite. Вот, экраны одинаковые, все одинаковые, лучше защита от воды, нет GPS, стоит примерно так же, поэтому я считаю, что это вообще просто вот из разряда «я сегодня мазохист». Я не хочу обижать тех, кто их купил, но я не понимаю, зачем покупать практически за те же деньги Beep Lite, когда можно купить Beep, у вас будет GPS и возможность устанавливать кастомные прошивки, которых сейчас море на бипы. О них я еще раз повторю очень быстро. Дальше MSFit Health, который я считаю ЭКГ, на данный момент только китайская прошивка. Автономность недели, они 45 дней, толще всех, тяжелее всех. Мне нравилось то, что они считают сон даже 10 минут днем. ТЧК, вот единственное, зачем они нужны. Все на китайском языке, и я не уверен, что будет не то, что на русском, а на английском. Считают ЭКГ, вот здесь вот есть у нас платформа металлическая для того, чтобы считали, прикладываете на запястье, удерживаете, он считает. Приблуда для истинных фанатов стоит около 8 тысяч рублей, эта штука 3,5 тысячи рублей. Два топа, это MSFit Beep и MSFit GTS. На GTS пока нет глобалки, 26 сентября будет. На Beep уже есть все, что только можно. На канале 7 обзоров, наверное, на эти часы и около 4 уже обзоров на эти. Сравнения, стримы, распаковки. Смысл в том, что здесь есть NFC, здесь нет NFC. Здесь красивый большой дисплей с очень высокой яркостью и плотностью пикселей. Здесь трансфлективный дисплей с очень большой автономностью. Это 2 недели максималка, это 45 дней. ТЧК. Вот. Матов нельзя. Еще раз повторяю, Саша Иванов до 4.2 зуба подключаться к любой версии зуба. Спасибо, что отвечаете за меня. Ремешки у всех одинаковые. Вес я уже показывал в начале стрима, можете посмотреть. Коробка самая красивая у GTS, по моему мнению. На GTS будет скоро английский и русский язык. Плюс они будут глобально продаваться в России. Может быть, на NFC завезут оплату, будет круто. Ноби не буду никакие наушники. Я не знаю, что это за Ноби. Вайзеры имелись в виду. Не знаю, вайзеры тоже норм. Вам выбирать. У меня и у жены бипа. Поздравляю. Mi Band 4 за 1,5 дешево, и есть смысл искать что-то дешевле. Нет смысла Сокол дешевле искать. Если у вас есть возможность за Mi Band 4 отдать 1500 рублей за новые оригиналы, покупайте их и не знайте забот. Новенькие, не забываем прожимать лайки, вот такой я наглый. Единственное, что прошу, для канала, для мотивации, чтобы я здесь продолжал разговаривать и рассказывать. 115 минут идет стрим, а уже по второму разу рассказали, почему MSFit Beep стоит покупать либо Beep, либо GTS, почему Health и Beep Lite абсолютно не нужны, и вот так отдельно положу я их. Спасибо, все четко и без воды рассказал. Пожалуйста, если что, спрашивайте, у всех функция одна, кнопочка функциональная. У GTS есть еще сенсорный экран, прям вообще весь сенсорный, как на Stratos'ах, на Verge'ах. Я не знаю, чем больше о них рассказываю, почему-то тем больше они мне нравятся. Хотя я сейчас сижу сам в GTR-ках, и здесь есть Always On Display, на GTS-ках пока нет, но обязательно появится. А GTR почему носишь? Потому что сейчас стримы, мне нужно о чем-то говорить, во-первых. Во-вторых, GTS-GTR у меня есть обзор. Я бы хотел, чтобы вы сравнение это посмотрели. Логично. Лайк уже давно, спасибо. Работает ли GPS в режиме плавания? Да.
и в режиме не только в режиме плавания, но и в открытой воде. Еще раз повторяю, посмотрите и стрим, там с распаковкой и полностью обзором всех функций и, собственно, обзор. Вот у нас все функции. 5 секунд. 5 секунд. Простите, пожалуйста, за эту драму с микрофоном. Не был готов, наверное, к такому долгому стриму, но все хорошо, что хорошо заканчивается. Вот у нас, во-первых, тренажерный зал появился. Во-вторых, но это, опять же, не путайте, это не беговые лыжи, это лыжи для того, чтобы скатывались с горы. Сейчас отвечу на комментарии. И вот у нас две функции. Это функция плавания в бассейне и в открытой воде. Если вы в бассейне выберете, то вы там сможете выбирать еще дополнительно длину бассейна. Нет, это какая-то другая штука. Но, в общем, смысл в том, что плавание в открытой воде есть и в бассейне. ТЧК. И все круто. Стоит ли переходить с бипов на GTS? Сейчас вот думаю. Ну, вы сами можете оценить, учитывая, какое количество обзоров было на канале и, в принципе, уже в интернете. Я бы перешел. Ну, обновиться и забыться, скажем так. Надеюсь, обзор на глобальную версию GTS будет на канале, а там не особо что-то изменится, поэтому я не знаю, зачем вам обзор на глобальную, но окей. Точно у нас будет во всяком случае, у нас 100% такая штуковина, как стрим по поводу глобальной версии. Пахайте в Apple Watch. Не совсем понимаю, к чему это. Розыгрыш, Дмитрий, сегодня не будет. Читайте описание, вот там написано, когда у меня розыгрыши. Управление музыкой в GTS работает только в стоковом плеере или со сторонними тоже. Со сторонними тоже у меня работали. Управление камерой, по-моему, есть, но я не тестил его. Ну там тыкать в экран надо. В общем, по-моему, как-то я ее включал. Можно ли сделать именно свой циферблат Mi Band 4? Легко. Что лучше, Gear S3 или GTS? Gear S3, те, что у меня были в руках, очень сильно глючили. К вопросу о плеерах, плюс окей. Что по ценникам на китайских платформах? Не совсем понимаю. Виталий, вы можете зайти на любой китайский сайт и посмотреть их ценники. Дальше. Репост видоса на Face сделал. Ок. Андрей Николаев, у бипов отклеился дисплей после активной езды на велосипеде. За 2 раза в сервисе заклеивали, все равно отклеились, теперь лежат. А вы не могли их сдать и просто забрать деньги? Как тебе новая Motorola складная? Никак, я ее даже не видел. Потому что Stargate, еще раз напоминаю, что я на работе, сказать, что умираю, это ничего не сказать. То есть я в субботу с утра ушел, сегодня прибежал, посмотрел, как сын поиграл в футбол, прибежал к вам на стрим, ТЧК. Вот. Музыку слышно, притом отчетливо. Ну, будем надеяться, что стрим не забанят. Забанят, значит не судьба мне. Что делать? Nexa, Verge это одно и то же? Да. Нет, Verge это первая серия, а Nexa уже вторая. То есть можно сказать, что Nexa это Verge 2. Дальше, Дмитрий, пожалуйста, Stargate. А кем, если не секрет, вы работаете? По-моему, тебе уже раз 10 отвечал Stargate, инженером. Сергей, имел в виду, пишет ли трек в режиме плавания? В открытой воде, да. А почему нет? Будет ли BIP 2? Я не знаю, я считаю, что они GTS-ку посчитали BIP 2 и все. Может быть, они как-то обновят их, но я не вижу альтернатив. Если они сделали эту штуковину, то посмотрим. Не слышал, ничего не слышал. Привет, смотрел стрим, но теперь после того, как попользовался немного, стоит ли брать GTS? Артем, я вроде бы все рассказал, что можно о GTS-ках, особенно в обзорах, и особенно максимально кратко. Вам оценивать, стоит их брать или нет? Если у меня бы не было умных часов, и это были мои первые часы, я бы бегал, однозначно да. Для остальных, ну не знаю. Не факт, что да. Все смотрю на это и понимаю, что у бипов конкуренция так и не появилась. Функционал у GTS почти такой же, только режим плавания добавили. Но в своих бипах я плаваю уже больше года и все работает. Вам повезло. Евгений, можно ли установить голосового ассистента на Pace? Нет. Работаешь ты не успел. Подскажи, пожалуйста, GTR, какие китайские можно прошить, потом на глобальную. GTR-ки не знаю, не скажу ничего. Я знаю, что бипы сейчас перепрошиваются, про остальное можно сказать, а потом вы не сможете перепрошить, будет вообще радость. Или год не сможете перепрошить. Будет когда-нибудь видос о жизни за кадром. Очень заходят такие видосы. Юмиксон, может быть, Паля Чудин, привет. Бипы лучше всего из представленного. Нет, они просто вот я скажу так, вот из представленного вот это вообще не нужно смотреть, а GTS и BIP это разные устройства, и